Вы хотели бы отправиться в экспедицию к небесному полтергейсту или вселенной оси зла? Звучит как нечто жуткое и смертельно опасное. Но вряд ли кто-то из нас, космических путешественников, испугается и отступит. Мы готовы преодолевать любые трудности, чтобы больше узнать о Вселенной. Правда, полтергейст — всего лишь название планеты ПСР B1257+12c в созвездии Девы на расстоянии 2300 световых лет от Солнца. На ней просто адские условия. Полтергейст топит ливни смертельно опасных ионов его близкой звезды — Пульсара. Но там нет никаких потусторонних сил. А ось зла — направление, вдоль которого выстраиваются галактики и крупные космические объекты. Если существование такой структуры подтвердится, это нарушит стандартную модель космологии. Она предполагает, что у пространства отсутствует определенное направление. Однако никакой угрозы космическим путешественникам, вероятно, там нет. В отличие от этого, мы предлагаем отправиться в мир по-настоящему неизведанный и полный безумных тайн, на край Вселенной. Это будет настоящая космическая одиссея. По пути мы встретим смертельный лабиринт, из которого нет выхода. Полюбуемся прекрасной небесной бабочкой и минуем территорию странных космических нитей, вызывающих бури. Но что нас ждет в финале? Мы упремся в некую непонятную стену, столкнемся со злой силой, превращающей в ничто все вокруг, или увидим иные удивительные миры. На краю Вселенной возможно все. Но прежде чем отправиться в путь, узнаем, как искали край мира в разные времена. Небо, усеянное огоньками звезд, с давних пор интригует людей. Наши далекие предки очень хотели выяснить, из чего соткано его сияющее полотно, какой оно формы и где заканчивается. Ответы искали в ассоциациях с чем-то земным и знакомым. Небосвод нередко представляли расшитым каменьями ковром или даже прекрасным цветком. Так египтяне были уверены, что это лотос. Его сердцевина — центр мира, где обитают боги, тогда как миры в лепестках населяют люди. Индуистские тексты описывают пространство в виде яйца, древические — как остров, дрейфующий в бесконечной пустоте. Со временем о космосе узнавали все больше, и представления менялись. В 1610 году Галилео Галилей направил в небо свой первый телескоп. Знаменитый астроном обнаружил скопление бесчисленных звезд, спрятавшихся в полосе света под названием Млечный Путь. Тогда космическое пространство для людей неизмеримо увеличилось. Через 1,5 века, в 1784-1785 годах, Уильям Гершель сделал первую попытку определить размер и форму нашей галактики. Ученый сделал вывод, что Млечный Путь имеет форму сплющенного диска, однако сильно недооценил его диаметр. Еще через 1,5 столетия, когда астрономы построили достаточно мощные телескопы, границы космоса для нас снова раздвинулись. В 1924-1925 годах Эдвин Хаббл доказал, что Вселенная не ограничена нашей галактикой. Оказалось, что Млечный Путь — лишь одно из многих сосредоточений звезд, пыли и туманностей. Затем появились продвинутые телескопы нового поколения. С их помощью астрономы увидели, что видимая Вселенная простирается на невероятное расстояние, и в ней примерно 2 триллиона галактик. Ученые определили возраст Вселенной, которую иначе называют космическим световым горизонтом или мегагалактикой. Ей около 13,8 миллиардов лет. Именно за это время частицы света, фотоны, долетают до Земли. По мнению американского астрофизика Джона Маттера, нельзя вернуться во времени дальше возраста Вселенной. Наблюдая далекий космос, мы оглядываемся назад, во времени, и видим отдаленные регионы мироздания такими, какими они были давным-давно. Почему мы не можем заглянуть дальше? Вселенная, по принятой теории, возникла в результате Большого взрыва. Материя с немыслимой силой разлетелась из точки сингулярности в разные стороны и с тех пор не прекращает расширяться.
В очень раннюю эпоху до образования галактики звезд она была наполнена горячим светящимся газом и оттого непрозрачна. В течение первого миллиона лет после Большого взрыва от расширения пространства газ остыл примерно до 10 тысяч градусов Цельсия и прояснился. Это свечение сначала было ультрафиолетовым, но от расширения Вселенной сместилось в сторону более длинных волн. Так что сегодня мы наблюдаем его как микроволновое и инфракрасное излучение, приходящее с самого края метагалактики. Можно представить источник микроволнового фона как далекую сферическую стену, окружающую пространство. Она ограничивает видимую Вселенную. Мы пока не можем заглянуть за эту стену. Однако астрономы уже изучают самые далекие области мироздания по нашу сторону. Они показали, что нас ждет по пути на край видимой Вселенной. Конечно, положение небесных объектов, которые сейчас наблюдают астрономы, уже изменилось. Вселенная расширяется быстрее скорости света, а его невозможно обогнать. Даже супербыстрым звездолетам будущего это окажется не под силу. Пока мы будем лететь по пространству, эти объекты тоже не прекратят свое движение. Мы их не догоним. Но давайте представим, что нашли способ моментальных перемещений по космосу. Например, с помощью варп-двигателя, который сжимает пространство, либо сооружение кротовых нор, и уже готовимся в путь. Мы даже сможем заранее определить маршрут, используя специальную карту астрономов из Университета Джона Хопкинса в США. На этом путеводителе отмечено положение 200 тысяч галактик, которые простираются от нашего Млечного Пути до самых отдаленных точек пространства. Данные взяты на основе наблюдений телескопа Apache Point в штате Нью-Мексико. Обсерватория исследует разные части космоса с 2000 года, чтобы ученые могли составить наиболее полные карты наблюдаемой Вселенной. Карта ученых из США представляет своеобразный клин, похожий на ломтик пиццы. На нем дана наиболее точная визуализация галактик, начиная от Млечного Пути до края видимого космоса. Если бы можно было поставить на карте указатель наших координат, то он размещался бы на остром конце клина с углом 10 градусов. Это лишь часть огромной окружности вокруг нашей галактики, которая, в свою очередь, является кусочком невообразимо огромной видимой Вселенной. По словам ученых, от начальной точки клин простирается на 13,7 миллиардов световых лет. Начиная с его нижнего края, голубым показаны спиральные галактики в пределах 2 миллиардов световых лет от нас. Желтые точки — эллиптические галактики, которые намного ярче. Огромный красный участок карты тоже обозначает эллиптические галактики, но уже в 4-8 миллиардах световых лет от Земли. Синим отмечены квазары. Затем идет примерно миллиард световых лет полной тьмы. И в конце — линия, которая показывает границу видимой Вселенной. Это край реликтового излучения. Света, который остался после Большого взрыва. Солнечная система. Прихватив с собой карту, мы стартуем. На краю Солнечной системы окажемся в облаке Оорта. Прямых наблюдений этой структуры до сих пор не проводилось. Но косвенные данные подтверждают, что она существует. Облако Оорта предположительно включает две отдельные области – сферическую внешнюю и внутреннюю, в форме диска. А в основном они состоят из водяных, аммиачных и метановых ледяных камней. Астрономы полагают, что эти объекты сформировались около Солнца еще на раннем этапе развития планетной системы. Позже планеты-гиганты отбросили их своей гравитацией далеко в космос. Нам также придется лавировать среди триллионов долгопериодических комет, которыми предположительно наполнено облако Оорта. Выйдя из него, мы попадем на границу с межзвездной средой, где находится гелиосфера. Это своеобразная оболочка Солнечной системы, заполненная плазмой солнечного ветра, движется вокруг звезды быстрее скорости звука. Она находится на расстоянии примерно 17,5 миллиардов километров от Солнца. То есть в 2 раза дальше, чем Плутон. Пока только космические зонды Voyager 1 и Voyager 2 сумели ее достичь.
Повторив их путь, наша экспедиция, возможно, столкнется со странными и пока необъяснимыми явлениями. Ученые из Принстонского университета США обнаружили в пространстве удивительные структуры и сильные волны на границе между Солнечной системой и межзвездным пространством. Данные спутника IBEX показали, что небесный шторм может бушевать примерно на территории в 1,5 миллиарда километров. Преодолев эти волны, мы выйдем на границу Солнечной системы и сможем наблюдать наш мир со стороны. Каким он будет? До сих пор астрономы считали, что Солнечная система похожа на летящую в пространстве комету с длинным хвостом. Эта гелиосфера огромным шлейфом тянется за звездной системой при ее вращении вокруг центра галактики. Однако последние модели показали, что Солнечная система может напоминать пузырь в форме круассана за пределами Солнечной системы. После штормов в гелиосфере нас ожидает тихое межзвездное пространство Млечного Пути. Или там тоже неспокойно. Чем дальше от центра галактики, густонаселенной области массового рождения новых светил, тем меньше будет туманностей, звезд и планет. Но они есть и на периферии Млечного Пути. Возможно, самая невероятная звезда внешних регионов галактики WB89-789. Недавно ее открыли астрономы из Японии и Тайваня. Это новорожденное светило находится в 62 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Наше Солнце для сравнения расположено в сердцевине галактики в 2 раза ближе. После исследований протозвезда просто ошеломила ученых. Наблюдения с помощью телескопа ALMA в Чили показали, что юное светило окружает небывалое разнообразие молекул. Они содержат углерод, кислород, азот, серу и кремний. В их число также входят сложные органические соединения, включающие до 9 атомов – метанол, этанол, метилформиат и другие. Они служат сырьем для более крупных молекул, необходимых для появления жизни. И кто знает, каких фантастических существ мы можем встретить в системе WB89-789. Но что на самой границе галактики? Ученые утверждают, что это далеко не пустынный регион. На краю галактического диска, по данным космической обсерватории Гайа, находится множество огромных невиданных структур. Они похожи на некие массивные вращающиеся волокна. Авторы исследования считают, что это остатки внешних рукавов Млечного Пути. В разное время они были разрушены галактическими спутниками, а теперь сами возмущают вокруг себя космос. Но непонятные волокна могут быть далеко не краем Млечного Пути и не самой опасной зоной на его периферии. Новое исследование 200 пульсирующих переменных звезд позволило уточнить внешние границы нашей галактики. Ее край оказался на несколько десятков тысяч световых лет дальше от центра, чем показывали теоретические расчеты. Тем самым мы практически уже входим в столкновение с соседней Андромедой. Между галактиками почти не осталось свободного пространства. В этом регионе нас могут ожидать опасные зоны турбулентности, такие как вихри раскаленной плазмы или нечто другое, еще более неожиданное. Когда мы выйдем из столь неспокойной зоны, то все равно в какую сторону полетим. Стандартная модель космологии предполагает, что у пространства нет какого-либо определенного направления. При этом в расчет принимается не маленький, а гигантский участок космоса размером в сотни миллиардов километров. Если бы вы могли увидеть столь огромный кусок неба с Земли, а потом, скажем, с планеты Проксима в созвездии Альфа Центавра, то картинка существенно бы не изменилась. Так что мы можем двигаться в любую сторону. Из галактики в галактику, мимо туманностей, планет, звезд, в межзвездном и межгалактическом пространстве, темном, пустом и холодном. На нашем пути могут встретиться просто адские места. Чтобы не погибнуть, их лучше обойти стороной. Это прежде всего черные дыры, которые часто называют настоящими космическими монстрами. Они способны притянуть своей гравитацией и поглотить любую материю, попавшуюся на пути. К
К счастью, чудовищные объекты окружают яркие аккреционные диски раскаленной плазмы. Недавно сделан снимок сверхмассивной черной дыры в центре нашего Млечного Пути, Стрельца А со звездочкой. Не правда ли, такой яркий указатель, созданный природой, легко заметить в космосе? И, конечно, держаться подальше. Немного коварнее войды. По сути, это просто пространство между галактическими нитями, в котором сами галактики отсутствуют. Наиболее крупные из них называют супервойдами. Но какую опасность может представлять собой ничем не заполненные регионы неба? Рассмотрим на примере огромной сверхпустоты Эридана. Эта космическая аномалия находится невероятно далеко, на расстоянии 60 миллиардов световых лет от Земли, в созвездии Эридан. Супервоид обладает просто фантастическим размером. Он тянется на 1,8 миллиарда световых лет, почти до границ видимой Вселенной. По сравнению с ним Млечный Путь на карте кажется маленькой, почти невидимой точкой. Его размер оценивают всего лишь в 100 тысяч световых лет, значит, супервоид может вместить 18 тысяч галактик, подобных нашей. Сверхпустота отличается необычно низким микроволновым фоном. Еще она очень холодная, с более низкой температурой, чем у реликтового излучения. За это астрономы назвали пустоту реликтовым холодным пятном. Ученые полагают, что оно сформировалось по завершению Большого взрыва, когда раскаленная Вселенная стала резко остывать. Такой процесс можно сравнить с появлением пузырьков воздуха в толще льда. Принято считать, что в огромном вселенском пузыре нет материи, он наполнен темной энергией. Это не противоречит стандартной модели космологии. Если наш условный звездолет попадет в сверхпустоту Эридана, то это будет самая смертельная ловушка. Реликтовое холодное пятно называют самым темным местом во Вселенной. В нем нет звезд и галактик. Ни один лучик света не озаряет его нескончаемые глубины. В таком месте ничего невозможно видеть, слышать или ощущать. Найти выход из бесконечного ничего мы не сможем даже с помощью самых крутых космических GPS. Мы не будем приближаться к таким гиблым местам, как супервоиды, но обязательно подлетим поближе к туманностям, чей великолепный мерцающий свет, несмотря на огромные расстояния, астрономы наблюдают с Земли. Одной из самых впечатляющих считается туманность Бабочка, или NGC 6302 в созвездии Скорпиона. До нее 2500–3800 световых лет от Земли. Вид бабочки туманности придали погибшие в ее центре звезды, которые во время агонии отбрасывали в пространство огромные слои газа. Раскаленный до 20 тысяч градусов Цельсия, этот газ мчится по космосу со скоростью почти 100 тысяч километров в час. Но символом красоты Вселенной считается архитектура, названная столпы творения, в туманности Орла. Фантастические небесные колонны похожи на творение высших сил. На самом деле они наполнены теми же облаками из газа и пыли, только сотканные природой с особым мастерством. Их причудливые силуэты подсвечены интенсивным ультрафиолетовым излучением молодых массивных звезд, скопившихся вокруг. Тем временем коконы внутри столпов, скрытые от глаз, уже формируют новые звезды. Но настоящую тайну Вселенной нам приоткроет призрачный свет туманности Кольцо, которое как бы надето на скопление галактик Си-1 0024+17. Предполагается, что туманность образовалась во время титанического столкновения двух огромных галактических массивов. При катастрофе столь гигантские скопления не смогла бы удержать вместе лишь гравитация собственных звезд. Их, вероятно, скрепляет темная материя, которая сбилась в комки в форме кольца. Обычно темная материя, состоящая из пока неизвестных науке элементарных частиц, невидима. Но отдаленные галактики в скоплении Си-1 0024+17 подсветили ее облако своим излучением. Эта небесная драгоценность находится уже ближе к краю видимой Вселенной. Чтобы ее увидеть, придется преодолеть расстояние в
5 миллиардов световых лет. Эарендел, или утренняя звезда, еще дальше от Земли. Она действительно родилась на заре мироздания. Свет, который обнаружили астрономы, звезда испустила всего через 900 миллионов лет после Большого взрыва. Светило примерно в 2 раза горячее Солнца и в 1 миллион раз ярче. Массу Эарендел оценивают в 50-100 раз больше солнечной, а температуру поверхности не менее чем в 20 тысяч кельвинов. Недавно космический телескоп Джеймс Уэбб сделал наиболее детальный снимок Эарендел. На нем звезда сияет бело-голубым цветом. Она наверняка представляет собой незабываемое зрелище. Только увидеть его наяву никому не суждено. Даже если бы мы каким-то чудом прямо сейчас во время просмотра видео перенеслись к Эарендел, то ничего не обнаружили бы на ее месте. Звезда уже давно мертва. Такие горячие и яркие светила обычно живут недолго. Они быстро сжигают запасы водорода и становятся сверхгигантами, а затем сверхновыми. С утренней звездой, скорее всего, это случилось давным-давно, и только ее свет, как некий бессмертный аватар, до сих пор путешествует по пространству. Мы отправимся к другому объекту на краю Вселенной, который, скорее всего, будет жить очень долго. Это квазар J0313-1806, который обнаружили астрономы из Университета Аризоны в США. Он существовал во времена, когда возраст Вселенной составлял лишь 670 миллионов лет. Приблизившись к этой области пространства, мы будем ослеплены многочисленными небесными фейерверками. Прежде всего, невероятно сияет сам квазар. Он содержит в себе сверхмассивную черную дыру с массой в 1,6 миллиарда солнечных, которая выбрасывает гигантские потоки плазмы, джеты, и подпитывает этот свет. Для астрофизиков J0313-1806 редкая находка. На сегодняшний день известно лишь 2 крайне далеких квазара. С их помощью ученые хотят проверить теории образования сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной, а также оценить скорость их роста. К тому же J0313-1806 представляет собой ядро галактики, которое зажигает звезды с невиданной активностью. Скорость рождения светил составляет 200 масс Солнца в год. Если сравнить это со скоростью образования звезд в Млечном Пути, то в нашей галактике она равна всего 3 массам Солнца в год. Впрочем, в космосе это не рекорд. Галактика Мамба-9 содержит много пыли и газа, из которых, как на принтере, одну за другой распечатывает звезды. Общая масса светил, образованных в ней за 1 год, в 1000 раз больше солнечной. До недавнего времени Мамба-9 считалась к тому же самой далекой из галактик. По данным исследований, она сформировалась через 970 миллионов лет после Большого взрыва. Расстояние от Мамба-9 до нашей Солнечной системы составляет около 13 миллиардов световых лет. Но теперь этот перенаселенный звездный питомник лишился звания рекордсмена. Галактика Глаз Z13, которую астрономы открыли с помощью телескопа Джеймс Уэбб, находится в 13,5 миллиардах световых лет от Земли. Она появилась спустя всего 300 миллионов лет после Большого взрыва. Это настоящий космический динозавр, массой эквивалентной приблизительно миллиарду солнечных. Он простирается примерно на 1600 световых лет. Правда, внешне галактика вовсе не похожа на ужасного ящера. При переводе снимка телескопа Джеймс Уэбб из инфракрасного в видимый свет глаз Z13 выглядит как удивительный алый цветок с белой сердцевиной. Но есть ли что-то дальше него? Возможно. И это будет сверкающая стена. Но расстраиваться не стоит, поскольку стена не перекроет нашей экспедиции путь. Если присматриваться внимательнее, то каждая светящаяся точка в этой невероятной структуре – отдельная галактика. Их в том регионе более 100 тысяч. Ученые подсчитали, что объект содержит примерно квадриллион, то есть единицу с 15 нулями звезд, как наше Солнце. Мегагигантская структура называется «Стена Южного полюса» и находится в 500 миллионах световых лет от Земли.
Стена поражает своим размером даже в космическом масштабе. Она занимает в пространстве область в 1,4 миллиарда световых лет. Для сравнения, размер Млечного Пути около 100 тысяч световых лет. Ученые смогли обнаружить чудовищную стену, измерив красное смещение галактик. Мы знаем, что все объекты во Вселенной движутся. При этом их световые волны растягиваются и меняют цвет. Оценив этот световой сдвиг, можно понять, что представляет собой объект и как он перемещается в пространстве. Таким образом, ученые нашли и другие подобные объекты. По сравнению с одним из них, стена Южного полюса покажется нам лишь коротким забором. Великая стена Геркулес — северная корона, огромная плоская суперструктура из галактик, простирается по космосу более чем на 10 миллиардов световых лет. Она занимает чуть менее 10% всей наблюдаемой Вселенной и, возможно, тянется практически до ее конца. Итак, мы достигли края метагалактики, доступного для астрономических наблюдений. Мы уже выяснили, что она составляет около 13,8 миллиарда световых лет. Именно столько времени фотоны самой ранней Вселенной летят до Земли. Но тем временем мироздание продолжает расширяться, и объект, о котором фотон несет информацию, за этот период в результате расширения пространства удаляется на огромное расстояние. Считается, что за весь период после рождения Вселенная от Земли до космического светового горизонта теперь имеет диаметр 92-94 миллиарда световых лет. Это будет краем нашего мироздания. Его действительно можно сравнить с некой стеной. За ней кромешная тьма, поскольку туда не распространяется реликтовое излучение. Означает ли это, что за пределами в наблюдаемой Вселенной ничего нет? А может, там такие же галактики, звезды, планеты, только невидимые для нас? Или что-то более экзотическое, даже пугающее? И нашей экспедиции грозит гибель в некой бездне тьмы? Как вам вариант того, что на окраине Вселенной можно превратиться в полном смысле слова в ничто? Перспектива не очень приятная, но ученые допускают такую возможность. Она основана на наблюдениях, что в космосе массово гибнут галактики. Астрофизики отделения Международного центра радиоастрономических исследований Австралии заявили об этом после изучения более 11 тысяч подобных объектов. Исследователи выдвинули интересные теории, которые объясняют столь масштабный мор. Одна из них связывает исчезновение галактик с вакуумным распадом. Сейчас мы существуем в мире, где энергетический уровень стабильный. Ученые назвали это состояние ложным вакуумом и сравнили его с равниной. Они предполагают, что однажды из-за некой встряски или другого события на подобной равнине может возникнуть как бы энергетическая впадина. В результате уровень энергии в мироздании снизится до минимума. Тогда ложный вакуум начнет распадаться, уступая место истинному. Возможно, этот процесс уже запущен, и вакуум пожирает галактики на окраинах Вселенной. Правда, галактики тухнут медленно, а вакуумный распад по физическим законам должен происходить со скоростью света. Он уничтожил бы Землю всего за несколько секунд. Так что, скорее всего, нашей экспедиции полный вакуум не грозит. И, к слову, в любом случае не стоит переживать за Землю. Даже если на окраинах Вселенной и начался вакуумный распад, до нас он доберется лишь через миллиарды лет. Но вдруг вместо этого мы попадем в безумный энергетический водоворот. По одной из гипотез, галактики может разгонять одна из наиболее загадочных сил Вселенной — темный поток. Так называют согласованное движение скоплений галактик к неизвестной массе, вне видимой области мироздания. Признаки этого явления обнаружили ученые из Центра космических полетов имени Годдарда, НАСА. Теория выдвинута на основе анализа данных зонда WMAP по более чем 1000 кластеров. Это очень масштабное исследование, которое охватывает значительную часть наблюдаемой Вселенной. Авторы работы заявили, что темный поток простирается на 2,5 миллиарда световых лет. Он устремляется к огромному сверхскоплению галактик Великий Аттрактор.
а затем к созвездиям Центавра и Гидры. Ученые высказали мнение, что эта безумная лавина может затянуть всю Вселенную в черную дыру, размеры которой невозможно представить. Когда плотность монстра достигнет критической точки, произойдет большой взрыв, и родится новая Вселенная. По другой, еще более экзотической версии, темный поток возник в результате гравитационного притяжения какой-то массы из параллельной Вселенной. Однако пока все эти ужасные гипотезы практически ничем не подкреплены. Вместе с тем, на границе видимой Вселенной все же есть аномалии, которые насторожили астрофизиков. Последние наблюдения показали, что некоторые астрономические объекты движутся не так, как должны. Это значит, что за пределами метагалактики могут находиться неизвестные массивные структуры. Их притяжение пронизывает окружающий космос, оказывая влияние на окружающие объекты. Ученые назвали такие гипотетические структуры внеметагалактическими. К сожалению, научными методами их природу точно определить пока невозможно. Существование таких объектов дает подсказку, что за пределами видимой части Вселенная может продолжаться, только не факт, что у нее есть край. Ученые утверждают, что ответ на вопрос во многом зависит от формы мироздания. Теоретически существуют 3 основных варианта, каждый из которых отличается показателем кривизны космического пространства. В свою очередь, кривизна связана с массой Вселенной. Если брать отдельные участки неба, то очень массивные объекты могут оказывать влияние на ткань пространства и энергию его расширения. Ученые уже знают примеры, когда, например, огромные черные дыры искажают все вокруг себя. Как это отражается на Вселенной в целом? Реальная плотность космоса может превышать критическую. То есть массы будет достаточно, чтобы остановить расширение пространства, и оно свернется в некую сферу. В такой модели Вселенная замкнута и конечна, хотя и не имеет четко выраженного конца. Чтобы лучше это понять, представьте 2 параллельные прямые на шаровидной поверхности. Линии не смогут вечно идти параллельно друг другу и обязательно пересекутся. Пример тому меридианы, которые проходят по экватору под прямым углом и в этом месте останутся параллельными. Но вот на полюсах они пересекаются. Получается, что на нашем условном космическом корабле, двигаясь в одном направлении, мы вернемся туда, откуда отправлялись. Однако полная аналогия с Землей в случае со Вселенной все же не подходит. Не будем забывать, что пространство расширяется. Ученые видят, что галактики разлетаются все дальше. Причем это происходит при наблюдении с любой точки космоса во всех направлениях. Они движутся везде с одинаковой скоростью. Но чем дальше от наблюдателя, тем быстрее. Например, вы смотрите в телескоп, конечно, из нашего Млечного Пути. Обозначим его как А. Вы видите, что галактика Б удаляется от вас со скоростью 16 тысяч километров в секунду. Но если какой-нибудь гипотетический инопланетянин из галактики Б смотрит в свой внеземной телескоп, то замечает улетающую от него нашу галактику А. Для инопланетянина она тоже движется со скоростью 16 тысяч километров в секунду, только в противоположном направлении. Еще в то же время за небом может наблюдать представитель внеземной расы из галактики С. Это место находится в том же направлении, что и Б, но вдвое дальше от Земли. Инопланетянин из точки С заметит, что галактика Б удаляется со скоростью 16 тысяч километров в секунду, а наша более далекая от него галактика А летит, преодолевая 32 тысячи километров в секунду. Вы же увидите, как галактика С мчится вдаль с аналогичной скоростью – 32 тысячи километров в секунду. То есть у каждого будет своя точка отсчета, которая дает практически одинаковые результаты. Так что сферическую Вселенную, скорее всего, можно условно сравнить с гелиевым шаром, который надувают, и он расширяется во всех направлениях. Причем в больших масштабах Вселенной процесс происходит быстрее скорости света. В рамках этой модели мы никогда не сможем облететь вокруг всего пространства и вернуться в исходную точку, завершив цикл. Между тем, ученые считают более перспективной другую, плоскую форму мироздания.
Она возможна, если масса Вселенной примерно равна критической. Тогда ее расширение постепенно, в течение бесконечного промежутка времени, замедляется. Эйнштейн называл такую модель конечной, но неограниченной Вселенной. Плоская Вселенная согласуется с наблюдениями и с теорией, потому эта мысль находится в самом центре современной космологии. Ее раз за разом подтверждают данные орбитальных обсерваторий по исследованию реликтового излучения. Они показали, что у космоса вообще нет никакой кривизны. Вселенная плоская, как огромный лист бумаги, по крайней мере в пределах, доступных для астрономических измерений. Так, в новом исследовании международная команда ученых выяснила, что реликтовое излучение проявляет еле заметное колебание температуры в течение миллиардов лет. Астрофизики рассчитали прогнозируемый размер изменений и сравнили с тем, что наблюдают в реальности. Если бы данные не совпадали, значит, изначально параллельные линии лучей света изменили направление в пространстве времени. Тогда Вселенная искривила бы свою форму. В итоге обнаружены лишь мелкие несовпадения в моделях, то есть маленькие сдвиги лучей реликтового излучения. Их виновниками, скорее всего, являются необъятные пустоты, где плотность галактик в 1000 раз меньше, чем в среднем по Вселенной. И наоборот, сверхскопления типа Великого Аттрактора и Шепли настолько заполнены массой небесных тел, что вокруг них начинают вращаться другие галактики. Нам такие объекты кажутся безграничными. Однако в масштабах космоса они очень маленькие. В больших регионах, например, размером от 200 миллионов световых лет, вещество во Вселенной остается однородным по всем направлениям. Аналогичная ситуация и с искривленным пространством. Как утверждает американский астрофизик Дэвид Спергель, мироздание выровняло очень быстрое расширение. Мы знаем, что в самом начале Вселенная была сгустком энергии, который разлетелся с невероятной скоростью на огромное расстояние. Этот процесс и привел к тому, что пространство стало плоским или очень приблизилось к подобной форме. Мы можем лететь по плоской, расширяющейся Вселенной сколько угодно, а все вокруг будет оставаться более или менее неизменным. Добраться до края нам не удастся. Мы просто будем открывать все новые и новые галактики, звезды, туманности, черные дыры. И так без конца. В то же время наблюдения реликтового излучения выявили некоторые странные, необъяснимые аномалии. Например, крупные структуры там, где их быть не должно. И еще некие непонятные узоры в остатках света Большого взрыва. Все это, по мнению международной команды астрофизиков, объяснимо, если мироздание похоже на обычный пончик. Последнее исследование в марте 2023 года показало, что необычная природа реликтового излучения объясняется более сложной формой Вселенной. Она плоская, но не похожа на лист бумаги. Плоскости бывают разными. Например, если на листе бумаги нарисовать параллельные линии, а затем свернуть его, то получится цилиндр. Все линии в нем останутся параллельными. Цилиндр продолжит быть геометрически плоским. Изменятся лишь его пространственные характеристики. Если же края этого цилиндра сложить вместе, то получится фигура наподобие пончика. Или вот еще один вариант сложной плоской формы. Возьмите тонкую полоску бумаги, соедините ее края, повернув одну часть полоски на 180 градусов. В результате у вас выйдет лента Мёбиуса. Этот объект также является геометрически плоским, поскольку параллельные линии в нем не пересекаются. В целом существует 18 геометрически плоских трехмерных объектов, у которых разная пространственная форма. Вселенная, которая имеет более сложную конструкцию, чем простая плоскость, могла бы объяснить аномалии в реликтовом излучении. По мнению ученых, скорее всего, для этого она должна быть похожа на пончик, а не блин. Если мы будем путешествовать по такому извилистому пространству, то получим просто фантастические впечатления. На очень дальнем расстоянии, как уверяют ученые, можно увидеть копию самих себя, только гораздо моложе. Для примера возьмем Вселенную, диаметром которой теоретически составляет 1 миллиард световых лет. В этом случае астрономы наблюдали бы галактику Млечный Путь в том виде, какой она была 1 миллиард лет назад, а за ней еще одну копию,
созданную 2 миллиарда лет назад и так далее. Причем копия ненароком способна оказаться еще и перевернутой. Но никаких сфер, плоскостей или пончиков не будет, если плотность мироздания очень низкая. Тогда и гравитация материи не сможет сдержать расширение пространства, и Вселенная изогнется в форме седла. Однако есть ли шансы на подобный вариант? Кривобокая форма противоречит принятому в космологии принципу, что через несколько мгновений после Большого взрыва Вселенная невероятно выросла в размерах. В то же время наблюдения микроволнового зонда WMAP дают основания рассматривать версию искривленного пространства. Они показали, что горячие и холодные точки на одной стороне космоса кажутся более высокой или низкой температуры, чем на другой. То есть Вселенная действительно может оказаться похожей на седло. Данные спутника Планк также недавно подтвердили эту гипотезу. Какой ученым представляется Вселенная седловидной формы? В ней любой объект, который кажется движущимся параллельно другому объекту, на самом деле отклоняется от него на огромных расстояниях. Так что лучи света распространяются по изогнутым траекториям. В частности, они проходят по линиям, составляющим кратчайшее расстояние в искривленном пространстве. Так самолеты следуют по большим кругам, летая вокруг Земли. Мироздание, по мнению астрофизиков, изогнул некий ужасный удар или другая масштабная катастрофа. Например, наша Вселенная могла столкнуться с какой-либо другой. Однако в настоящее время большинство космологов считают эту теорию менее обоснованной, чем предыдущую. Означает ли это, что мы можем окончательно остановиться на плоской форме Вселенной? Действительно, совсем недавно зонд микроволновой анизотропии WMAP провел новые измерения колебаний микроволнового фона. Аппарат пытался определить, является Вселенная открытой или закрытой. По результатам вышло, что она плоская с погрешностью всего 0,4%, конечно, очень мало, но они оставляют долю сомнений. Как их развеять? В обозримом будущем астрономы не смогут увидеть наше мироздание за пределами метагалактики. Однако ученые пытаются сделать это с помощью теоретических расчетов и моделирования. К примеру, стандартная модель физики помогла предсказать существование многочисленных частиц, в частности, бозона Хиггса, причем задолго до его открытия. Физики исходили из того, что такие частицы существуют, и это помогло найти бозон. Теоретическое исследование Вселенной со временем тоже способно принести результаты, причем не исключено, что совершенно фантастические. Уже выдвинута версия, что на краю Вселенной могут отсутствовать время и пространство, как в привычном для нас смысле, где физические законы перестают действовать. А такие понятия, как материя, вещество, энергия, вообще отсутствуют. Логичным продолжением этого стала гипотеза о том, что наша Вселенная является частью какой-то мегамасштабной космической структуры. Вполне вероятно, она расположена в многомерном пространстве, а наше мироздание, которое кажется таким необъятным, в реальности лишь маленький, еле заметный винтик в этой структуре или даже представляет собой ее частичное отражение. С данной теорией близко перекликается идея о мультивселенной, которая похожа на пену из множества пузырьков. Они разделены тонкими перегородками, которые невозможно преодолеть, либо возможно, но только при соблюдении неких условий. По этой гипотезе наш мир начался с того, что Вселенная сформировалась как пузырь внутри более крупной материнской метавселенной. При ее рождении, возможно, возникли колебания стенки пузыря, которые отмечались как очень крупномасштабное возмущение пространства. Одним из последствий могли стать аномалии космического микроволнового фона, которые видят обсерватории WMAP и Планк. Таким образом, существует множество мирозданий, и каждое представляет собой отдельное пространство со своими физическими законами. Возможно, там действуют странные силы и принципы. Если мы до них и доберемся, то никогда не сможем понять. Или наоборот, сделать это окажется довольно просто. Конечно, масштабы Вселенной поражают. Ее край кажется несусветной далью. И вообще он может быть, а может и нет. Так что пока точно неизвестно, будет ли у нашего космического путешествия конец. Однако мы все равно продолжим стремиться к границам мироздания, используя новые теоретические расчеты и наблюдения ученых.
Так, в Южной Корее построили уникальный исследовательский центр Йеми, в котором будут изучать тайны Вселенной. Он размещен на глубине 1100 метров под горой Йеми. Площадь центра составляет 3000 квадратных метров, где можно проводить более 10 экспериментов одновременно. Подземный объект позволит исследователям обнаружить сигнатуры известных материалов, объектов или структур. При этом под землей не будут мешать фоновый шум или излучение извне. Кроме того, ученые считают перспективным дальнейшее изучение аномалий микроволнового фона с помощью наземных телескопов. Любое его несоответствие ожидаемым параметрам может дать ценные сведения о форме всего пространства и есть ли у него край. Шаг за шагом мы продолжаем двигаться к границам Вселенной. А значит, впереди нас ждут еще более невероятные космические приключения. Представьте, что вы набираете номер телефона, мгновение ждете и... вас соединяют с самым отдаленным уголком нашей галактики. Так будет, если оправдается потрясающая идея ученых Эдинбургского университета. Исследователи предлагают использовать для передачи сообщений квантовые свойства света. При этом точки и тире двоичного кода будут обозначаться квантовым состоянием фотонов, а не амплитудой или частотой. Когда люди смогут выйти в эфир, они надеются наладить связь с братьями по разуму. По мнению ученых из Ноттингемского университета, около 30 инопланетных цивилизаций активно общаются между собой. Мы, космические путешественники, конечно, с удовольствием присоединились бы к этой теплой галактической компании. Летали бы запросто в гости к новым друзьям. Однако до сих пор ни одна цивилизация не попыталась вступить с нами в контакт. Вселенная хранит молчание. И может не потому, что она пуста. Ученые высказали ошеломляющее предположение о том, что мы находимся внутри специально огороженного пространства, как в зоопарке. Кто и зачем, по мнению авторов гипотезы, закрыл нам путь в свободный космос? Нас спасают от неких агрессоров? Или просто не хотят видеть на чьем-то празднике жизни? Как космическим путешественникам вырваться на волю, чтобы летать по всей Вселенной и заводить удивительных друзей? История поисков. Люди издавна мечтали встретиться с инопланетянами или послать им весть о себе. В 1819 году астроном Джозеф Литроу решил выкопать в Сахаре гигантские траншеи шириной в несколько сотен ярдов. Он задумал залить ямы водой, а поверх нее – керосином, достаточным для горения в течение 6 часов. Этим способом ученый хотел каждую ночь отправлять в небо огненный сигнал. Буквально через год немецкий физик и математик Карл Фридрих Гаусс загорелся идеей передать в космос знаменитую теорему Пифагора. Для этого он предложил соорудить гигантский треугольник и 3 квадрата в сибирской тундре. Очертания фигур ученый планировал сделать из полос соснового леса шириной в 16 километров, а внутренние части засеять рожью или пшеницей. Оба этих странных плана не были осуществлены. Между тем, поиск инопланетных цивилизаций продолжает привлекать ученых. В НАСА убеждены, что в каких-то из 500 миллиардов ее галактик обязательно возникла разумная жизнь. И она, скорее всего, отправляет о себе вести в космос. Такие сигналы пытаются найти участники проекта «Поиск внеземного разума» или «Сети». Эта научная программа появилась в НАСА в 1992 году, а уже буквально через год ее финансирование было прекращено. Тогда сотрудники космического агентства создали некоммерческий институт «Сети». В организации ищут послания от инопланетян по всему космосу среди неисчислимого количества шума горячего газа, квазаров, пульсаров. Астрофизики охотятся за сигналами, не похожими на другие, или регулярно поступающими с одного места. Это, по словам исследователей, сходно с поиском любимой станции на шкале радиоприемника. Вы крутите ручки, пока среди шипения и треска эфира не появится речь или музыка. Сигналы из космоса тоже должны отличаться от радиошумов пространства.
Крупнейшим охотником за ними считается массив радиотелескопов Аллена в Северной Калифорнии. Сейчас он состоит из 42 антенн, но со временем их число надеются довести до 350. Тогда всего за несколько месяцев работы ученые сумеют проанализировать такой же отрезок Вселенной, как смогли бы охватить в сети за 45 лет. Специалисты также пытаются расшифровать странные сигналы, которые уже найдены. Самый известный получен в 1977 году из созвездия Стрельца радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо. Профессор Джерри Эхман во время дежурства был очень удивлен загадочной компьютерной транскрипцией одного из радиосигналов. Он длился 72 секунды и был в 30 раз интенсивнее обычных. Это поразило ученого, и он воскликнул «Вау!». А затем так назвали сигнал. Самые мощные компьютеры снова и снова обрабатывают данные в поисках ключа к «Вау». Однако до сих пор это не удалось. То же самое с таинственным радиосигналом из Проксима Центавра в 2019 году. Звезда очень интересна астрономам тем, что в ее системе обнаружена похожая на Землю экзопланета. Тем временем мы тоже отправляем сообщение о нашей цивилизации братьям по разуму. Самое подробное послание уже вынесли за пределы Солнечной системы космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2. Каждый из них снабжен золотой пластинкой. На них записаны приветствия на 55 языках, музыка со всего мира, математические формулы, сведения об эволюции на Земле и нашей культуре. Информация тщательно отобрана НАСА совместно с астрономом и писателем Карлом Саганом. Но все попытки пока ни к чему не привели. Еще в 1950 году физик Энрико Ферми обозначил этот парадокс. Разговор о молчании инопланетян зашел во время обеда ученого с коллегами в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где он работал 5 годами ранее в Манхэттенском проекте. Тогда мир захлестнула очередная волна слухов о замеченных в небе неопознанных летающих объектах. Если это действительно НЛО, то, по мнению Ферми, они должны вступить с нами в контакт. Какой смысл преодолевать огромное расстояние и просто так летать по небу? С течением времени все больше удивляет, что пришельцы до сих пор не нанесли нам визит. На сегодняшний день подсчитано, что поперечник Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет. Допустим, в нем существует не 30, как мы говорили ранее, а всего одна цивилизация. И она способна передвигаться со скоростью даже в 1000 раз медленнее света. Все равно, по расчетам ученых, за 100 миллионов лет она распространилась бы по всей галактике. Но мы не наблюдаем никаких следов разумной внеземной жизни. Ни зондов, ни космических кораблей, ни радиопередач. В то же время сообщения о пришельцах и летающих тарелках постоянно взрывают соцсети. Вот одно из самых свежих свидетельств очевидцев. Стюардесса заявила, что заметила в небе ярко-розовые летающие объекты при полете над Европой. 4 причудливых шара на огромной скорости промчались мимо самолета. Однако стюардесса успела снять все на видео, и странные шары хорошо видны в темном ночном небе. Многие пользователи соцсетей уверены, что это летательные аппараты инопланетян. А в Бразилии, как утверждается, представители чужих миров побывали лично. Видео, ставшее вирусным в соцсетях, снял один из путешественников в регионе Илья Думел. На нем видны 2 неестественно высокие фигуры, идущие по пересеченной холмистой местности. Причем передвигаются они с аномально высокой скоростью. Однако экспертных подтверждений чего-то внеземного на этих снимках нет. А мы знаем, что природные явления способны вызвать очень странные эффекты. Тем временем энтузиасты НЛО регулярно находят следы инопланетян даже на официальных изображениях НАСА. Этот снимок марсохода «Настойчивость», по их мнению, запечатлел инопланетянина на каменистой поверхности Красной планеты. Но эксперты пояснили, что это просто скальное образование, имеющее сходство с каким-то странным существом. Энтузиасты нашли другие фото, якобы свидетельствующие об НЛО на Красной планете.
На снимке марсохода «Любопытство» они рассмотрели нечто похожее на удивительный летающий объект. Причем он появляется только на третьем из 4 изображений, сделанных одно за другим. Так что это не просто отражение пылинки на объективе камеры. Похоже, в небе на самом деле находится что-то непонятное. Охотники за инопланетянами сразу же предположили, что это корабль внеземных цивилизаций. Зеленые человечки, разумные слизни или кто-то другой, по их мнению, постоянно следит за нашими передвижениями по космосу. И вот, наконец-то, марсоходу удалось засечь их летательный аппарат. Но никаких доказательств, кроме странных точек в небе, этому пока нет. А поклонники инопланетян находят новые свидетельства о пришельцах вновь и вновь. Специалисты объясняют подобные заявления психологическим эффектом под названием пареидолия. Люди воспринимают расплывчатые объекты как знакомые и значимые. Это связано с когнитивной предвзятостью мозга, который распознает знакомые закономерности в нечетких изображениях, особенно при идентификации лиц. В то же время растет число свидетельств об НЛО от военных, особенно летчиков, а они считаются психологически устойчивыми к различным стрессам и непонятным событиям. Тем не менее, самолеты и корабли США все чаще видят неопознанные объекты и снимают их на камеру. Информацию о чужаках в нашем небе уже 2 раза рассматривали и в Конгрессе США. По итогам обоих заседаний конгрессмены решили, что нет оснований признать инопланетное происхождение представленных свидетельств об НЛО. Правда, отмахиваться от них и объяснять все природными явлениями или галлюцинациями тоже не стали. А если НЛО уже не отрицают в Пентагоне и Конгрессе, это может быть серьезно. Но способны ли какие-то виды запросто передвигаться по Вселенной и кружить у нас над головами? Какими бы бесшумными и легкими ни казались нам их аппараты, такие полеты все равно требуют огромное количество энергии. В 1963 году советский ученый Николай Кардашов выдвинул на этот счет теорию, которая делит все сообщества на 3 типа. Гипотеза основана на том, что любой цивилизации, вне зависимости от вида ее представителей, их внешности, способов питания и быта, нужна энергия. По мере того, как цивилизация растет и развивается, ее потребность в энергии быстро увеличивается. Это связано с повышением численности населения, уровня жизни и энергетического потребления технологий. Нулевая цивилизация использует для получения энергии все природные ресурсы своей планеты. Ее представители не могут летать в космос, либо применяют ракеты на химическом топливе. Вам это ничего не напоминает? Да, на данной стадии находимся мы с вами. Цивилизация первого типа производит минимум 10 в 16 степени ватт энергии в секунду, а мы, согласно расчетам экспертов, в настоящее время потребляем 10 в 12 степени ватт энергии в секунду. Так что пока человечество прошло лишь 0,73 отрезка пути к цивилизации первого типа. Однако на преодоление оставшегося промежутка времени нужно будет меньше, ведь использование энергии нами быстро растет. Американский физик Митио Каку утверждает, что при нынешних темпах люди достигнут уровня цивилизации первого типа через 100-200 лет. Чтобы пересечь черту, возможно, нам еще предстоит пройти великую фильтрацию. Подобную теорию в 1998 году выдвинул американский ученый Робин Хансен. Он предположил, что мы не можем обнаружить инопланетян, поскольку неизвестные науке факторы препятствуют эволюции форм жизни до уровня межгалактической расы. Эти преграды он назвал «великой фильтрацией». Чтобы их преодолеть, мы должны быть бдительными сами к себе. Надо не уничтожить свой вид путем разрушительных войн, пагубного воздействия на экологию, истощения природных ресурсов. И тогда получим большой приз. Цивилизацию первого типа, которую называют планетарной.
На этом этапе сообщества способны установить контроль над всеми энергетическими ресурсами, доступными на планете. Прежде всего, они могут полностью использовать излучение своей звезды. Эта энергия является мощным источником развития жизни для большинства обитаемых планет. Например, Земля каждую секунду получает от Солнца энергию, эквивалентную сотням атомных бомб, и поглощает около 71 ее процента. Это примерно 140 Вт на квадратный сантиметр. Можно покрыть поверхность Земли 140-ваттными лампочками и осветить планету как на Рождество. Но особые возможности откроет ядерный синтез. Подобный процесс происходит на звездах и дает безопасную, почти неограниченную энергию. Создав двигатели на термоядерном топливе, можно отправить пилотируемые космические аппараты на любую планету своей звездной системы. Впрочем, возможности следующего уровня развития неизмеримо круче. Цивилизация второго типа или звездная потребляет 10 в 26 степени Вт в секунду. Она способна черпать энергию прямо от своего светила. Есть немало предположений, как такое можно сделать. Самой популярной из них является гипотетическая огромная сфера, которую разработал физик Фриман Дайсон. Эта мегаструктура площадью в 600 миллионов раз больше Земли способна захватить всю энергию звезды и передать на свою планету. Или вместо сложной сферы Дайсона светило можно окружить просто кольцами, либо роем спутников и звездных жилых комплексов. На данном этапе космические корабли цивилизации летают на антигравитационных двигателях. Это позволяет колонизировать всю свою звездную систему. Цивилизацию третьего типа называют галактической. Источники энергии здесь остаются прежними. Только сообщество уже использует все звезды в галактике, а не только в своей системе. И еще может собирать фотоны из аккреционных дисков черных дыр. Получая 10 в 36 степени киловатт энергии в секунду, такие виды существ моментально передвигаются по своей галактике с помощью червоточин. Это, как считает Кардашов, является пределом развития любой цивилизации. А мы можем сделать вывод, что развитые космические сообщества способны спокойно добраться до Земли, однако не делают этого. Или все же они присутствуют в нашем небе, только наблюдают за всем втихую? Если бы пришельцы не прятались, все могло быть гораздо интереснее. Торжественная встреча, обмен дружескими жестами и подарками, а потом сотрудничество в сфере науки, технологий, освоения Вселенной. Кто из космических путешественников отказался бы отправиться с новыми друзьями в совместный полет? Но логика инопланетян может оказаться совсем иной. На этот счет ученые уже выдвинули немало удивительных версий. Зоопарк. Одной из них легко найти аналог на Земле. Куда все мы очень любили ходить в детстве, а став взрослыми, обязательно водим своих детей. В зоопарк. Там полно милых зверюшек. Даже львы, тигры или другие грозные хищники кажутся достаточно безобидными, поскольку заперты в клетках. Мы можем спокойно наблюдать через решетку за повадками животных, любуясь их грациозными и ловкими движениями, играми, конфликтами, питанием и отдыхом. Зачастую кто-то из волков, пантер, зебр или косуль останавливается и смотрит на нас. Подходит почти вплотную, чтобы попросить пищу. Они не боятся людей. Значит, живется им неплохо. И все же обитатели зоопарков не свободны, а ограничены в передвижениях клеткой или вольером. В лучшем случае они находятся в заповедниках, территория которых тоже ограждена. Понимают ли животные, что они в неволе? Возможно, и нет, особенно если живут в огромном природном парке, как мы с вами. В 1973 году подобную гипотезу выдвинул астрофизик из Гарварда Джон Болл. Он считает это единственным объяснением отсутствия контактов между ними и нами. Зоопарк для человечества включает не только Землю, но и близлежащий космос. Это такое гигантское пространство, что мы не замечаем границ. Построить подобное заграждение вполне по силам цивилизации третьего типа, освоившей всю галактику.
По мнению Джона Болла, во Вселенной очень много подобных сообществ, и все они не хотят с нами общаться. Но почему? Вряд ли из-за высокомерия или недобрых намерений, скорее наоборот. Эти высокоразвитые существа, наверное, оградили нас из опасения, что люди каким-то образом нанесут им вред. Ну, например, нарушим тонкую настройку особой галактической связи, над которой инопланетяне трудились миллионы лет. Еще сильнее их наверняка пугает то, что в нашем распоряжении находится очень разрушительное атомное, вакуумное, лазерное и иное оружие. В то же время не существует никаких моральных запретов на его применение. Впрочем, братья по разуму могли поместить нас в зоопарк не для своего, а для нашего блага. Ну хотя бы из опасения, что некая агрессивная раса вмешается в жизнь людей и натворит зла. Примерно как жители Европы, которые уничтожили цивилизацию индейцев при освоении Америки. Хотя, если незнакомцы желают нам блага, не лучше ли поделиться своими знаниями и опытом? Тогда прогресс на Земле мог рвануть вперед просто на космической скорости. Скорее всего, высокоразвитые виды считают, что на нынешнем этапе развития это принесет нам только вред. Мы не поймем их науку, однако какие-то силы на Земле способны обернуть во зло даже малую толику новых знаний. Например, создать еще более страшное оружие и попытаться с помощью него захватить власть. Причем не только над Землей. Это вполне в нашем стиле. Вечная борьба за территории, энергию, ресурсы. А тем развитым видам, которые оградили нас от опасной внешней среды, ничего этого не нужно. Они, как считает Джон Болл, находятся в так называемом устойчивом состоянии. На данном этапе исключены агрессивная экспансия и колонизация космоса. Продвинутые сообщества, например, могут жить в неких ковчегах и свободно перемещаться в любую точку Вселенной. А энергию по пути черпать от огромных голубых звезд. Так что системы красных и желтых карликов, как Солнце, для них бесполезны. Гораздо более интересным старожилы могут посчитать наблюдение за эволюцией других форм жизни, причем в первозданном виде, без вмешательства извне. С нами в этом случае все обстоит особенно удачно. Солнечная система находится в тихом, относительно безопасном рукаве Ориона Млечного Пути, а условия на Земле благоприятные для развития жизни. Возможно, инопланетные расы видели, как эта жизнь зарождается на планете и от простейших организмов поднимается до уровня человека. Затем они с любопытством наблюдали, как люди развиваются от первобытных охотников и рыболовов до современных инженеров и физиков. Нам тоже, конечно, хотелось бы увидеть смотрителей своего зоопарка, но гипотеза предполагает, что мы никогда их не найдем. Они не хотят этого, и у них есть технологические возможности поддерживать свое инкогнито. Чтобы надежнее оградить себя от человечества, высоко развитые цивилизации даже способны создать для нас грандиозную виртуальную реальность. Ну, например, развернуть мнимый планетарий, который не отличить от настоящего. Это современный сценарий гипотезы зоопарка, который в 2001 году создал математик, писатель-фантаст Стивен Бакстер. Автор предположил, что мы видим не реальную Вселенную, а ее симуляцию. Другими словами, когда мы смотрим в ночное небо, то перед нашими глазами предстает гигантский планетарий виртуальной реальности. Ее создали инопланетяне, чтобы держать нас в иллюзии пустой Вселенной. По мнению создателей планетария, это предотвратит преждевременное развитие человечества. Оно нежелательно хотя бы потому, что наше вооружение, как мы говорили, уже сейчас превосходит моральные принципы. Чтобы сдержать экспансию такого опасного вида в космос, нас связали многими ограничениями. Например, мы не можем преодолеть скорость света. Цивилизация третьего типа, по некоторым оценкам, вполне может потратить энергию, растянув виртуальный планетарий на 100 световых лет. Однако поддерживать его в течение миллиардов лет намного сложнее. Хотя не исключено, что столь развитое сообщество могло найти совершенно неожиданный выход из этой ситуации. Почему бы не интерпретировать в подобном ключе один знаменитый физический эксперимент? Если через щели в медной пластине автоматически обстрелять светочувствительный экран электронами, они ведут себя как волны, а при появлении наблюдателя
как частицы. Что если подобный эффект связан с симуляцией планетария? Его создатели экономят свои ресурсы, отображая определенные вещи, только если на них смотрят. Согласитесь, крутое решение. Откроют ли когда-нибудь создатели планетария нам секрет своей технологии? Скорее всего, для этого мы должны достичь более высокого уровня развития. Какого именно, остается только гадать. Так, в фантастическом сериале «Звездный путь» в галактическое сообщество принимают только цивилизации, которые изобрели варп-двигатель. Однако не все ученые с этой гипотезой согласны. Оппоненты говорят, что построить невероятно огромные космические зоопарки или планетарии на квантовом уровне практически невозможно. Это может оказаться не по силам даже цивилизации третьего типа. Причем все виды галактического сообщества, скорее всего, не смогут миллиарды лет соблюдать режим тишины в отношении Земли. Они вряд ли сумеют создать единый клуб Млечного Пути с общей повесткой дня и протоколами. Более вероятно возникновение среди них клик, которые будут иметь разные цели. И без крепкого единства невозможно скрываться от людей миллиарды лет. И это, согласитесь, только радует. Кому понравится находиться в зоопарке или наблюдать вместо космоса фикцию? Пусть даже с комфортом и в безопасности. Мы считаем себя весьма продвинутым обществом и гордимся своими достижениями. Люди осваивают квантовую механику, все дальше проникает в космос. Например, зонд Voyager 1 сейчас находится за пределами Солнечной системы, на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли. В целом процесс просто мчится вперед, и в настоящее время идет разработка 1 350 000 технических стартапов. А к 2045 году, по прогнозам экспертов, те или иные научные открытия вообще будут происходить каждую секунду. Мы надеемся, что скоро станем суперпродвинутым миром, начнем осваивать другие планеты. И вдруг узнаем, что заперты в гигантской клетке, а тем временем на свободе кипит удивительная инопланетная жизнь. Окажись это правдой, всем нашим амбициям пришел бы конец, и желание развиваться дальше у человеческой цивилизации во многом было бы отбито. Однако полностью отвергать теории зоопарка и планетария, к сожалению, рано. Все может окончательно проясниться только после непосредственного контакта с инопланетянами, которые подтвердят или опровергнут наши предположения. Пока же этого не произошло, и тревога остается. Есть сведения, что 2 миллиардеров из Кремниевой долины даже решили действовать превентивно. Они тайно привлекли ученых к работе над тем, чтобы вырвать нас из виртуальной реальности, если мы ею окружены. Но, может, ничего делать не придется. По крайней мере, если правы авторы другой удивительной гипотезы – первенца. Она сходна с версией зоопарка, только перевернутой с ног на голову. Эта лестная для нас гипотеза отвергает мысль, что человечество заперто в зверинце у высокоразвитых инопланетян. Наоборот, в галактике мы на вершине эволюции. И даже, возможно, скоро будем создавать заповедники для менее продвинутых видов. В основе этой гипотезы лежит идея, что мы живем в особое время. Возраст мироздания после Большого взрыва оценивается в 13,8 миллиардов лет. Первые галактики образовались 13 миллиардов лет назад, а вскоре после этого начали формироваться планеты. Солнечная система среди этих структур далеко не долгожитель, ведь существует лишь 4,6 миллиарда лет. В связи с этим логично предположить, что многие формы жизни гораздо старше человечества. Они успели подняться на более высокую ступень развития. На самом деле это не так. Если верить гипотезе первенца, именно мы живем в том космологическом окне, где возможно возникновение жизни. Условия в юной Вселенной для этого были слишком суровы. К примеру, вполне могло быть, что раньше взрывы сверхновых, гамма-всплески происходили гораздо чаще. Их мощные потоки излучения стерилизовали все небесные тела на расстоянии в 1000 световых лет вокруг. А когда число подобных катастроф уменьшилось, жизнь получила возможность развиваться.
Астрофизик Брэндон Картер предположил, что из-за благоприятных условий человечество создало первую или одну из первых цивилизаций в галактике. Она показала, как один вид, способный использовать орудия и путешествовать, завоевал все территории на планете. Его распространение произошло быстрее, чем естественная эволюция живых существ. В будущем именно человечество заселит весь Млечный Путь. Мы, космические путешественники, будем этому особенно рады. Невероятные галактические приключения – то, что нам надо. Если верить авторам идеи, по сути, мы встретим другие формы жизни, стоящие на пути к технологическому развитию. Нам, вероятно, придется окружить эти сообщества некими карантинными зонами для их безопасности, или мы создадим для них своеобразные космические заповедники, зоопарки, планетарии. Люди возьмут на себя ответственность за то, чтобы космическая катастрофа или какие-то агрессоры не уничтожили перспективный вид существ. Однако критики приводят доводы против этой версии. Картина будет верна только в случае, если для развития всем цивилизациям нужны одинаковые условия, а эволюция инопланетян должна происходить по одному сценарию с человеческой. Подобное, как считает большинство ученых, практически невозможно. Также пока нет убедительных доказательств того, что взрывы сверхновых и гамма-всплески сейчас происходят реже. Потому не факт, что человечество живет в наиболее благоприятную эпоху. С инопланетянами же мы не сталкиваемся совсем по другой причине. Наверное, наиболее для нас понятной. Виноваты страх, агрессия ради ресурсов, безжалостная охота на другие виды живых существ. Согласно теории темного леса, инопланетяне ни с кем не вступают в контакт в целях собственной безопасности. Гипотеза основана на научно-фантастическом романе знаменитого китайского писателя Лю Цисиня «Темный лес». Суть в том, что сообщества живых существ во Вселенной не склонны рисковать. Они понимают, что наше мироздание — это огромное пространство, которое могут населять не только друзья, но и враги. Вселенная — темный лес, а каждая цивилизация — это вооруженный охотник. Он, как призрак, блуждает между деревьями, тихо отодвигает ветки на своем пути, пытаясь передвигаться бесшумно. Даже дышать ему приходится осторожно, ведь лес полон потенциальных врагов. Если такой охотник встретит другого, то может сделать лишь одно — нанести удар. Но и это не гарантирует победу. Учитывая расстояние между звездами, бесполезно посылать военные корабли для нападения на другой вид. К тому времени, когда флот прибудет к цели, у противника будут столетия для прогресса. Он выйдет на новый технологический уровень и сможет отбить атаку. Так что поиск братьев по разуму в любом случае опасен. Даже простой выход в космический эфир может стать ориентиром для какого-то воинственного соседа. Именно это объясняет радиотишину, которую человечество воспринимает за отсутствие внеземной жизни. На самом деле все действия в космосе инопланетяне предпочитают проводить скрытно, не светясь. Если допустить, что теория верна и нас действительно окружает грозный галактический лес, то мы в нем худшие охотники. Сами рвемся в капкан. Человечество уже почти век транслирует в глубины космоса свои координаты. Есть вероятность, что внеземные цивилизации приняли эти послания, но не захотели отвечать. Для них гораздо безопаснее дальше играть в молчанку. А мы в своем желании найти братьев по разуму открываем прямой путь на нашу планету возможным агрессорам. Но интересна ли для чужаков подобная экспансия? Какой смысл им тратить силы и ресурсы на уничтожение Земли? Возможно, они нападут не ради каких-то материальных благ, а просто в качестве превентивной защиты или во избежание конкуренции в будущем. Эту точку зрения поддерживал знаменитый английский астрофизик Стивен Хокинг. Он утверждал, что внеземные существа могут оказаться совсем недружелюбными, а значит, их не стоит искать. Известный американский ученый Китио Каку также придерживается мнения, что риск контактов с инопланетянами пока слишком высок.
Астроном Джо Герц вовсе призывает пресечь все подобные попытки, а того, кто попытается обойти запрет, привлечь к уголовной ответственности на национальном и международном уровнях. Однако принимать радикальные решения пока еще рано. Существует и не столь мрачный взгляд на теорию темного леса. Развитым цивилизациям может быть просто неинтересно тратить энергию на общение с нами. И вообще у гипотезы темного леса много противников. Им, например, непонятно, что до сих пор мешало расправиться с более слабыми соседями-агрессором, которые способны передвигаться между звездами. Почему они предпочитают прятаться в темном лесу? И чем вообще могут заниматься сверхразвитые цивилизации, навечно запершись каждая в своем уголке пространства? А почему бы им просто не превратить свою жизнь в большой праздник? Они способны проводить его с космическим размахом в течение миллиардов лет. Так считают ученые из Института будущего человечества Великобритании. Однако это не значит, что неизвестные существа устраивают в космосе шумные вечеринки с яркими фейерверками. Просто условия во Вселенной сейчас неблагоприятны для их развития, потому инопланетяне просто отдыхают в ожидании лучших времен. По сути, они вошли в длительное состояние оцепенения, как делают некоторые земные организмы в особенно жаркий, холодный или засушливый период. Но чем их могут не устраивать нынешние условия Вселенной? Мы знаем, что на заре своего существования мироздание походило на горячий суп из материи и газа. Когда пространство начало остывать, по теории праздника возникли древние цивилизации. Они развивались до сообщества второго-третьего типа по шкале Николая Кардашова и тут столкнулись с проблемой. Согласно последним исследованиям, стоимость определенного объема вычислений и расчетов пропорциональна температуре, которую они создают. При достижении высокого уровня развития у инопланетян этот показатель стал зашкаливать. Поразмыслив, они нашли выход. Чтобы избежать лишних трат, продвинутые сообщества решили дождаться более прохладных условий в состоянии, сходном с анабиозом. Древние цивилизации просчитали, что могут спокойно отдохнуть в течение нескольких миллиардов лет. За это время новые сообщества вряд ли превысят наш технологический уровень. Земле исполнилось примерно 4,5 миллиарда лет. Именно столько понадобилось, чтобы на планете сложились нужные условия, появились низшие формы жизни, а затем люди. И чтобы мы достигли современной ступени развития, тоже потребовались тысячелетия. А может, причина другая? За миллиарды лет инопланетяне исчерпали возможности своей эволюции. Они хотят как бы перенестись в будущее, чтобы получить новый импульс. Его могут дать сообщества, которые сумели развиться самостоятельно, без влияния извне. Тогда древние, закончив праздник, поделятся своей мудростью с молодыми и почерпнут у них смелость, задор, новый взгляд на мироздание. Ну а пока спящие для нас практически невидимы. Они не путешествуют между звездами и галактиками, не разрушают планеты для создания мегаструктур, а потому почти не потребляют энергию, которую, скорее всего, черпают из звезд или черных дыр. Это значит, что мы никогда не попадем на их невероятный космический праздник, если только не проявим инициативу и не разыщем их сами. Возможно, тогда старожилы примут нас как желанных гостей. Но куда космическим путешественникам лететь на такую встречу? У авторов гипотезы уже есть по этому поводу несколько идей. Они говорят, что перед отдыхом высокоразвитые существа наверняка приняли определенные меры безопасности. Никакие космические катаклизмы не должны нарушить их покой. Так что нам стоит поискать галактики, которые как бы лавируют в пространстве, умело избегая столкновений с соседками. Еще нужно обратить внимание на регионы, где нет гигантских голубых или белых звезд. Обычно такие светила живут очень мало, лишь 10-20 миллионов лет, а затем взрываются сверхновыми. Это потревожило бы инопланетян, потому они будут избегать подобных звезд.
Есть еще много удивительных гипотез по поводу молчания братьев по разуму. Одна из них предполагает, что все цивилизации существуют слишком короткое время в масштабах Вселенной. Они просто не успевают освоить далекий космос, обнаружить инопланетян и войти с ними в контакт. Или древние сообщества в связи с расширением пространства оказались слишком далеко от нас. Даже на их уровне развития невозможно долететь до Земли или даже отправить нам свое послание. Все эти гипотезы объединяет одно – их нельзя проверить. По крайней мере, до тех пор, пока какая-нибудь цивилизация не вступит с нами в контакт. Тогда мы наверняка можем многое для себя прояснить. Если, конечно, поймем друг друга, и это окажется следующей проблемой, которую будет трудно преодолеть. Допустим, что наше послание получит высоко развитая цивилизация. Она, скорее всего, сумеет расшифровать земные языки. А вот чтобы их воспринять, инопланетяне должны быть во многом идентичны с нами. Возьмем простую фразу «Бабушка умерла. Похороны днем в среду». Перевод с одного земного языка на другой возможен только потому, что биологически и культурно все мы на Земле имеем одни ориентиры. Если же инопланетяне, к примеру, размножаются делением, то у них нет бабушек. Они не умирают и никого не хоронят. И, может, их планета постоянно повернута к звезде одной и той же стороной. Тогда они не сталкивались с темным и светлым периодом суток. Обращения к ним на всех языках Земли могут оказаться бесполезны. Но картинки, фото, видео, согласитесь, по ним легче что-то понять, чем из текста. Однако разница восприятия останется и здесь. Улыбки инопланетяне вполне способны принять за проявление агрессии, а стрелки, которые у нас обычно обозначают направление, на оружие. Или вот предупреждение об опасности ядерного хранилища в Нью-Мексико. Оно разработано для наших потомков, потому что могильник останется радиоактивным в течение 10 тысяч лет. Серия картинок демонстрирует, как мужчина стоит возле разрытого хранилища, а после оказывается мертвым. Однако инопланетяне могут просмотреть все не слева направо, а справа налево, и увидят, как нечто в Земле оживляет мертвого человека. А что если использовать для контакта математические формулы, геометрические фигуры? Ученые считают, что с этим все тоже неоднозначно. Инопланетяне могут не воспринять наши обозначения, а мы их. Представим самое простое. Нам прислали шестиугольник. В нем легко увидеть химическую молекулу, пчелиные соты или здание. Эксперты говорят, что этой геометрической информации соответствует бесконечное количество объектов. Немыслимо выйти за пределы математических абстракций в мир конкретики без использования языка. Да и в целом математика внеземных цивилизаций способна сильно отличаться от нашей. Тем не менее, мы все равно живем в одной вселенной, и что-то нас точно объединяет. Это физика. В границах единого мироздания у нас одни и те же законы природы. Однако, по словам ученых, вряд ли чужие цивилизации используют аналогичные нашим правила и научные условности. Нет никакой гарантии, что они правильно поймут знаки и формулы людей. То же самое произойдет, если мы получим доступ к физике инопланетян. Предположим, нам пришлют какой-то сумасшедше привлекательный закон. Стоит его расшифровать, и наша жизнь кардинально изменится к лучшему. Наверняка над этим тут же начнут биться самые выдающиеся умы планеты. Однако даже наиболее талантливые и опытные ученые не имеют опыта работы с чужими физическими законами. Не обладая нужными знаниями, они могут что-то не понять или просто ошибиться при расшифровке. Пусть самую малость, буквально на электрон, и изменить этим суть закона. Такое уже случалось в нашей истории. Бенджамин Франклин в 1750 году определил заряд электрона как положительный. Спустя столетия выяснилось, что электроны несут отрицательный заряд. К счастью, это существенно не повлияло на суть физических законов электромагнетизма, выраженную в уравнении Максвелла. В нем описано, как частицы с электрическим зарядом реагируют друг на друга. Им, частицам, все равно, как мы их называем.
если бы Максвелл определил заряд наоборот, уравнение бы не изменилось. Но это показывает, что мы можем еще легче ошибиться при определении инопланетного знака для электрического заряда. А здесь неточность способна привести к катастрофе. Возьмем материю и антиматерию. Они не имеют существенных различий за исключением зарядов. Поменяйте материю на антиматерию, и Вселенная, скорее всего, будет двигаться почти так же. Хотя не совсем. Материя занимает значительную часть космоса, а антиматерия совсем маленькую. Это значит, что где-то в законах физики скрыто тонкое нарушение симметрии заряда. Если вмешаться в столь сложный процесс мироздания и при этом перепутать звезды, последствия могут быть ужасны. Гигантский взрыв разнесет Землю на куски, или наша планета вмиг превратится в черную дыру. Это только предположение ученых, но лучше, наверное, вступить с инопланетянами в непосредственный контакт. Лицом к лицу, кажется, трудно не понять друг друга. На самом деле и здесь все очень сложно. Люди общаются в основном с помощью языка, используя очень узкий частотный диапазон звука 85-255 Гц и диапазон частот света 430-770 терагерц. Однако этот способ не является универсальным даже на нашей планете. Каракатицы и кальмары разговаривают, меняя цвет и текстуру кожи, а также позу и движение. Дельфины используют эхолокацию, щелканье, свист. У инопланетян, которые эволюционировали в другом мире, тем более вряд ли окажутся сходные с нашими язык или жесты. У них даже может не быть рта, глаз, ушей. Представьте, что вы стоите рядом с каким-нибудь желеобразным сгустком или колючим шаром. Согласитесь, что совершенно непонятно, как с ним вступить в контакт. Впрочем, ученые утверждают, что это больше техническая проблема. Все равно разумные существа как-то общаются. Возможно, на других волнах с помощью недоступных нам излучений. Тогда современные технологии, скорее всего, помогут их понять. Так, звуки китов на низкой частоте, неслышные людям, относительно легко преобразовать в доступные нам формы. А вдруг перед нами окажется нечто невообразимое, форма жизни, отличная от людей по химическому составу. На Земле основой любых биологических молекул является углерод. Из него состоят все живые организмы, от бактерий до человека, и мы думаем, что так везде. Астробиологи называют это углеродным шовинизмом. В реальности жизнь может развиваться на основе какого угодно элемента, например, бора или серы. Хотя самый возможный вариант – кремний, которого много в космосе. И, скажем, нам нужно найти общий язык с какими-то разумными кристаллами или камнями. Как вступить в контакт с подобными созданиями, пока трудно предположить. Но, несмотря на различия, даже с такими неожиданными формами жизни у нас наверняка будет много общего. Во Вселенной триллионы звезд. И все они представляют собой разреженные газообразные небесные тела. Светила содержат те вещества, что есть и на Земле. Планеты же состоят из материи протопланетного звездного диска, а значит, тоже схожи по составу с нашим миром. Все небесные тела отличаются друг от друга, скорее не качественными, а количественными показателями. Это касается их размера, силы гравитации, температуры, состава атмосферы, продолжительность суток, года. Иными словами, все мы во Вселенной слеплены из одного и того же материала. Живем по одинаковым физическим законам, и при встрече рано или поздно найдем между собой общий язык. Человечество уже готовится к подобному событию. На мировом уровне выработаны различные протоколы, описывающие порядок действий во время внеземного контакта. К таким документам относится Декларация принципов деятельности после обнаружения внеземного разума. Протокол определяет общие принципы действий после сигнала от инопланетян, решения о вступлении в коммуникацию или отказа от нее. Также в документе обозначена необходимость быстро просчитать долгосрочные последствия полученного сообщения. Правда, ни один подобный протокол не является обязательным в соответствии с национальным или международным правом.
Исследователи полагают, что, скорее всего, при реальном контакте документ во многом будет проигнорирован. И все же он не даст людям растеряться в первые часы, подскажет общие принципы действий, а нюансы будут определяться исходя из конкретной ситуации. Астрофизик Митио Каку вычислил, что она может наступить достаточно скоро. Только есть одно уточнение – скоро в космическом масштабе. Новое исследование ученого предполагает, что ближайшие 400 тысяч лет не стоит рассчитывать на контакты с инопланетянами. И все это время мы не будем точно знать, где находится человечество – в космическом зоопарке или на вольных просторах Вселенной. Ждать, конечно, очень долго. Но ученые предполагают, что мы можем рассчитывать на бонус. Сумасшедшая цифра в 400 тысяч лет – это при современных темпах развития науки. Вместе с тем, прогресс все время ускоряется. Порой ученые делают настоящие прорывы, которые никто не может заранее предсказать. И не исключено, что скоро нам удастся связаться с братьями по разуму, хотя бы с помощью той же квантовой связи, над которой сейчас работают ученые. А потом придет время отправиться в гости к новым знакомым. Это, наверное, станет самым удивительным из всех наших путешествий по Вселенной. Куда бы нам отправиться на этот раз в поисках приключений? Конкретные идеи не всегда приходят в голову. А что если просто полететь куда-то выше или ниже и посмотреть, какие достопримечательности встретятся по пути? Да, но где у нас в космосе вверх или низ? Если брать это понятие как точку притяжения меньшего объекта гравитации большего, то низ опять же Земля, а вверх – все пространство дальше от нашей планеты. Можно лететь куда угодно, только вот в открытом космосе, где нет массивных объектов, подобный ориентир не сработает. Астрофизики давно ломают голову, есть ли у Вселенной верх и низ, и это далеко не единственная загадка мироздания. Пока в зависимости от гипотез астрофизиков неразгаданные объекты и явления меняют в нашем представлении облик как хамелеоны. Посмотреть на них, согласитесь, интересная цель. Этим мы и займемся сегодня. Только держитесь начеку. Знакомство с неизведанным зачастую требует быстрой реакции и неожиданных решений. Мы, конечно, не первые, кто интересуется загадками Вселенной. Люди пытаются разгадать космос с давних времен. Наверное, с тех самых пор, как впервые задали себе вопрос, что представляет собой пространство у них над головой. Считается, что первым к людям приблизил небо Галилео Галилей, увидев его в свой телескоп более 400 лет назад. Правда, некоторые исторические записи указывают, что астронома немного опередил голландский производитель очков Ганс Липпергей, представив линзы для увеличения удаленных объектов. Но в любом случае первое открытие с помощью телескопа сделал Галилео Галилей. Он подтвердил гелиоцентрическую модель Коперника, предложенную в 1543 году. С тех пор космическая наука прошла долгий путь, и мы многое узнали о Вселенной. За последнее столетие люди достигли ошеломительного научного и технического прогресса. Но несмотря на развитие коллективных человеческих знаний, тайны все еще сохраняются. Например, удалось подсчитать, что ежегодно в Млечном Пути рождается около 40 новых звезд. А вот сколько их всего в нашей галактике, никто точно не знает. Проблемы могут быть теоретическими или экспериментальными. Первые возникают из-за неспособности современных теорий объяснить наблюдаемые явления. Экспериментальные появляются, если невозможно проверить или исследовать предложенную теорию, а это случается очень часто. Когда дело доходит до проведения экспериментов, астрофизика и космология стоят особняком среди остальных наук. Биологи могут нюхать, ощупывать или даже пробовать на вкус организмы, которые изучают. Химики имеют возможность смешивать вещества в пробирке, кипятить растворы, сжигать сырье, чтобы узнать больше о свойствах материала. Но в космосе провести подобные эксперименты невозможно.
Есть еще проблемы, связанные с уникальными событиями или явлениями, которые никогда не повторялись по неясным причинам. Это касается, к примеру, быстрых радиовсплесков, большинство которых происходит только один раз. Несмотря на все трудности науки, конечно, есть чем похвалиться. За последние десятилетия астрономы сделали реальные портреты черных дыр, засекли ранее недоступные всплески гравитационных волн, заглянули на край Вселенной. К этому можно добавить еще множество разных достижений. Вместе с тем, в нашем понимании Вселенной и законов, которые ею управляют, остаются зияющие пробелы. Причем это касается даже тех небесных объектов, которые мы неплохо знаем. Солнце в астрономическом масштабе у нас буквально за углом. Его давно изучают обсерватории и космические аппараты. Но с нашим светилом до сих пор многое не ясно. Взять хотя бы парадокс холодной звезды. Это не значит, что Солнце вот-вот остынет и погаснет, а Земля превратится в огромный снежок. Все происходило в прошлом, 4 миллиарда лет назад. Тогда по стандартной модели эволюции звезд Солнце излучало примерно на 30% меньше энергии, чем сейчас. Здесь возникает неразрешимое противоречие с климатическими данными о юности нашей планеты. То есть вырисовываются две картины, которые взаимно исключают друг друга. Модель эволюции звезд при слабом молодом Солнце представляет Землю из космоса как гигантский снежок изо льда и снега. Если бы инопланетяне тогда прилетели в Солнечную систему, то вряд ли заинтересовались бы столь негостеприимной планетой. Безумный холод, темнота, полное отсутствие жидкой воды, которая является основой для жизни. А вот вторая картина, составленная по климатическим моделям, идет архейская эра, первый геологический период в истории Земли. Климат примерно такой же теплый и влажный, как сейчас, может и теплее. Нигде на полюсах нет ледяных шапок. В водоемах плавают невидимые существа, одноклеточные прокариоты. Эти организмы – настоящие естественные нанофабрики по производству бесценного кислорода. Именно он обеспечил последующую эволюцию всего живого на планете. Какая же из этих картин верна? Ученые склоняются к мнению, что на Земле действительно было тепло. Да, Солнце грело меньше, но планета обеспечивала себя собственным автономным отоплением. Чтобы лучше понять, как все происходило, ученые составили климатические 3D-модели Земли архейского периода. Оказалось, что жар мог идти от земной коры, которая еще остывала после формирования, и гравитационного сжатия планеты. Также, вероятно, тепло сохранилось от разогрева после столкновения с протопланетой, предположительно размером с Марс. В результате появилась Луна, и гравитационные игры со спутником тоже подогревали Землю. Жару поддавали фонтаны многочисленных горячих источников, извержения вулканов. Выбросы газов в атмосферу в результате таких событий создали мощный парниковый эффект. Скорее всего, его создали доминирующие в астросфере углекислый газ и метан. Важно и то, что в архейском небе было меньше облаков. Они образуются, когда солнечный свет испаряет воду, но света тогда было мало, зато редкие облака отражали в космос минимум излучения звезды. Еще они, вероятно, придавали планете просто фантастический вид. Огромное количество метана могло затягивать небо тонкой фотохимической дымкой, окрасив облака в розовый цвет. Это потрясающее шоу длилось примерно до конца Архея. Затем из-за роста концентрации кислорода в атмосфере метан окислился, и облака приобрели привычный нам белоснежный вид. Однако по другим расчетам, при слабом холодном Солнце Земле не хватило бы внутреннего тепла для поддержания плюсовой температуры. Пока ученым не удалось прийти к единому мнению о климате на Земле в те времена, когда наша звезда была совсем молодой. Еще одну загадку каждый из нас может заметить, просто взглянув в небо. Если днем его озаряет золотистое солнце, то ночью звезды. Белые, голубые, желтые, оранжевые, красные. Они, как новогодние гирлянды, сияют в темном космосе разноцветными огнями.
Но можно ли верить своим глазам? Астрономы говорят, что все в пространстве должно быть красным. Не потому, что какая-то неведомая сила залила его кровью. Просто звезды, красные карлики буквально заполонили небо. Заодно они подбросили исследователям еще одну задачку, которую пока не удается решить. А вот в чем загвоздка. Астрономам известно, что среди всех звезд Млечного Пути красных карликов около 75%, и они останутся в небе буквально вечность. Солнце, например, будет светить около 10 миллиардов лет, а красные карлики, согласно расчетам ученых, могут существовать триллионы лет. Это так долго, что за 13,8 миллиарда лет после Большого взрыва ни один из них не закончил свой жизненный путь. Неудивительно, что красных карликов становится все больше. Постоянно образуются новые звезды этого типа, тогда как старые не умирают. При таком раскладе логично предположить, что в небе должен преобладать красный цвет. Однако мы этого не наблюдаем. И вот почему. Космонавты видят звезды в пространстве не такими, как мы сквозь атмосферу Земли. Наше Солнце оттуда выглядит белым, массивные горячие звезды голубоватыми, более холодные – белыми. Ну а если смотреть с Земли, каким будет для нас цвет красных карликов? Ученые отвечают – никаким. Красные карлики до того тусклые, что невооруженным глазом не увидеть даже ближайшую звезду Проксима Центавра. В телескоп же такие светила могут иметь различный цвет, в зависимости от фильтров, применяемых на разных длинах волн. Но наша задача – разобраться с загадкой красного неба. По сути, она связана не с цветом Вселенной, а с поисками инопланетной жизни. По идее, все шансы на ее зарождение имеют планеты в системах красных карликов. Мы говорили, что такие звезды живут дольше, и их очень много. К тому же примерно 16% красных светил обладают скалистыми планетами. Большинство их вращаются со звездами буквально плечом к плечу, поэтому планетам хватает света и тепла от тусклых прохладных звезд. И даже, возможно, на этих небесных телах есть вода в жидком виде. Согласитесь, подобные миры просто созданы, чтобы быть обитаемыми. Но ученые этого не подтверждают. Мы точно знаем только о том, что на Земле в системе желтого карлика кипит жизнь. Как такое может быть, если желтых карликов в галактике всего несколько процентов? Может, наша звезда особенная? Нет, ведь принцип Коперника гласит, что во Вселенной не существует привилегированных регионов. В этом и состоит загадка красного неба, которую в 2021 году сформулировал астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета. Он также предположил несколько объяснений подобного феномена. Главное, что красные карлики совсем не так благосклонны к своим планетам, как кажется на первый взгляд. Они просто заливают ближних соседок мощным потоком смертельного излучения и так притягивают своей гравитацией, что планеты все время повернуты к звездам одним полушарием. Эта сторона небесного тела похожа на раскаленный ад, а противоположная – на царство вечного холода и мрака. Еще планеты в системах красных карликов лишены защиты извне. Откройте каталог НАСА и совершите виртуальный квест в поисках газовых гигантов у таких светил. Вы почти их не найдете. А ведь гиганты типа Юпитера зачастую выполняют в звездной системе функции противокосмической обороны. Они ловят кометы, астероиды и другие небесные тела, которые могут разрушить скалистые планеты. Все это, по мнению Киппинга, в 100 раз снижает вероятность возникновения жизни в системах красных карликов по сравнению с желтыми. Хотя, может, мы просто пока не нашли те звезды? Астрономы в большинстве открывают массивных красных карликов, а самые маленькие и тусклые, которых по некоторым оценкам большинство, пока от нас в основном скрыты. И их ученым только предстоит отыскать в небе, а потом досконально изучить. Если брать отдельные звезды, астрономы хорошо изучили большое количество различных светил, систематизировали их, определили состав и предполагаемое поведение.
Но бывает, что звезды не хотят вписываться в рамки существующей физики и творят в небе что угодно. Как вам такой себе небесный мегамагнит? В космосе в его роли решила выступить одна из звезд, бросив вызов общепринятому пониманию рождения и жизни светил. Это HD 45166, которую астрономы из Амстердамского университета обнаружили в двойной системе. У ее основного компонента есть характерные черты звезды Вольфа-Райе, очень горячей и яркой. Однако светило оказалось чрезвычайно массивным, значительно отклонившись от нормы звезд своего класса. Это загадочное расхождение побудило астрономов искать ответ с помощью самых современных обсерваторий. После исследований они наткнулись еще на одну странность. Звезда обладает беспрецедентно сильным магнитным полем. Его показатели превзошли все известные научные модели, достигнув удивительной отметки в 43 тысячи гауссов. Так называется единица измерения магнитных свойств небесного тела. Для сравнения, магнитное поле Земли оценивается всего в полгаусса. Ученые выдвинули предположение, что HD 45166 изначально состояла из 3 светил, одно из которых было поглощено центральной звездой. Массивное ядро нового объекта, возможно, придало главной звезде ее необычный магнетизм. Но так ли это на самом деле? Астрофизикам еще предстоит доказать. Маленький тусклый коричневый карлик WD-0032-317b в 1400 световых годах от Земли – прямая противоположность этой огромной яркой звезде. Однако он тоже сумел поразить астрономов. Коричневые карлики можно назвать мертворожденными звездами, поскольку они не сумели запустить в своем ядре термоядерный процесс. Тот, о котором идет речь, вращается по странной орбите вокруг другого небесного трупа – белого карлика. Второй партнер был обычной звездой и достиг конца своего жизненного цикла. Теперь белый карлик медленно остывает, поскольку ядерный синтез уже не идет в его ядре. Но нас больше интересует коричневый карлик. Астрофизики из института Вейцмана выяснили, что массой он в 75-88 раз превосходит Юпитер. Как и все звезды этого типа, коричневый карлик должен излучать очень мало тепла. Максимальная температура подобных светил может достигать 2500 градусов Цельсия, а минимальная – лишь несколько сотен градусов. Но WD-0032-317b решил выбиться из общего правила. Он раскален до немыслимого показателя более 7000 градусов Цельсия. То есть получается что-то невообразимое. Маленькая тусклая звезда, которая так и не смогла зажечься, оказалась горячее Солнца. Напомним, что температура нашего светила составляет примерно 5500 градусов Цельсия. Сначала астрофизики предположили, что коричневый карлик такой горячий за счет внутреннего жара. Однако после дополнительных исследований версия не подтвердилась. Тогда, может, это результат близкого соседства с белым карликом? Хотя мертвая звезда больше не занимается ядерным синтезом, она все еще разогрета до 37 тысяч градусов Цельсия. По расчетам, получилось, что ее излучение вряд ли раскалит коричневого карлика сильнее, чем термоядерный синтез наше Солнце. Так что вопрос с аномальной температурой WD-0032-317b в настоящее время остается открытым, и астрофизики ищут на него ответ. А мы тем временем давайте отправимся на настоящие звездные горки. В нашей галактике есть звезды, развившие немыслимую скорость. В этом марафоне, возможно, побеждает S5 HVS-1, оставив соперниц далеко позади. Ее максимальная скорость 1755 км в секунду позволила звезде попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Астрономы из университета Карнеги-Меллона обнаружили спринтера с помощью англо-австралийского телескопа 3,9-метрового телескопа и спутника Гайя. Они заметили, как S5 HVS-1
Прекрасная голубая звезда мчится по созвездию Журавля в десятки раз быстрее обычных. Она летит из центра Млечного Пути, где скрывается черная дыра Стрелец-А со звездочкой. Позже выяснилось, что этот спринтер в небе не одинок. Астрономам удалось найти и другие гиперскоростные звезды в том регионе. Разыскать их было очень трудно. Ближе к центру Млечного Пути миллиарды всевозможных светил вынуждены кружить, как говорится, на голове друг у друга. Выделить из них несколько нужных – все равно, что искать иголку в стоге сена. Но астрономам из университета Огайо и Гавайского университета удалось рассмотреть в той толчее 130 звезд недалеко от Стрельца-А со звездочкой. Затем среди них обнаружили 6 спринтеров, массой соизмеримых с нашим Солнцем. Они двигались с экстремальной скоростью до 3,2 миллионов километров в час. По мнению астрономов, шестерка, скорее всего, тоже была выброшена ударом Стрельца-А со звездочкой. Впрочем, далеко не всегда гиперскоростные звезды родом из того опасного региона. Некоторые из этих путешественниц, скорее всего, даже близко не подлетали к галактическому монстру. Так астрономы проследили назад во времени траекторию огромной далекой звезды Ла-Мост HVS-1, которая находится на расстоянии около 42 тысяч световых лет от Земли. Они обнаружили, что этот гигант получил ускорение не в центре галактики, а в диске Млечного Пути. Получается, его никак не мог отшвырнуть от себя Стрелец-А со звездочкой. Что же тогда разогнало звезду до немыслимой скорости? Сначала ученые решили, что это результат гравитационного столкновения Ла-Мост HVS-1 с несколькими массивными звездами. Но путь небесного спринтера предположительно берет начало в спиральном рукаве Млечного Пути, известном как Норма. Исследователи говорят, что там нет никаких звездных скоплений, хотя за толстым слоем космической пыли могут скрываться черные дыры средней массы. Вероятно, это они и приложили руку к изгнанию Ла-Мост HVS-1 с насиженного места в рукаве Млечного Пути. Кроме того, открыты еще 20 сверхскоростных звезд, которые предположительно родом не из ядра галогалактики или какого-то другого экзотического места. Подобный вывод ученые сделали, изучив состав этих светил. Он оказался таким же, как у других звезд, в диске галактики и отличался от состава тех, что родились в центре Млечного Пути. Выходит, их разогнал не Стрелец-А со звездочкой, а нечто другое, что именно, пока неизвестно. Планеты Солнечной системы, которые находятся в миллиардах километров от нас, намного тусклее звезд. Их тем более невозможно исследовать вдоль и поперек с помощью современных технологий. Они ставят перед учеными еще больше задач, которые до сих пор не решены. Особенно это касается далеких экзопланет, которые сейчас одну за одной открывают астрономы. Чтобы познакомиться с одной из них, давайте отправимся к суперземле TOI 1452b из созвездия Дракона, в сотни световых лет от нас. Это небесное тело – тот еще экстремал. Мы найдем его в опасной близости к своей звезде, вокруг которой экзопланета совершает оборот всего за 11 дней. TOI 1452b сразу заинтриговала ученых тем, что на ней обнаружены признаки жидкой воды. Но поскольку планета невероятно близка со звездой, она должна быть безумно горячей. Вода в ней обязательно превратится в пар, а этого почему-то не происходит. Экзопланета никак не укладывается в рамки существующих законов природы. Правда, звезда TOI 1452 – красный карлик, который меньше и холоднее Солнца, что может несколько снизить температурные показатели на экзопланете. Возможно, она получает от звезды такое же количество света, как Венера от Солнца, но в этом случае на ней слишком жарко, чтобы поддерживать воду в жидком виде. А вот если у TOI 1452b найдут плотную атмосферу из водорода и гелия, все станет более понятным. Подобная пелена в состоянии задерживать часть излучения звезды. Тогда вода с поверхности планеты не испарится. При таком раскладе большая каменистая планета, как TOI 1452b,
вероятно, окажется покрытой очень глубокими океанами. Расчеты ученых показали, что вода способна составить до 30% массы подобного мира. Это очень много, если сравнить с нашей планетой. Поверхность Земли на 70% состоит из воды, но океаны не превышают 1% ее массы. Водоемы ТОИ 1452b скорее сравнимы с теми, что на спутниках Ганимед и Каллиста Юпитера, Титан и Энцелад Сатурна. Считается, под ледяными панцирями этих лун скрыты невероятно глубокие океаны. Бета-живописца Б в 64 световых годах от Земли тоже выходит за рамки моделей астрофизиков. Во время путешествия нам вообще трудно будет ее рассмотреть. Планета покрыта толстым облаком пыли, и в этой непрозрачной пелене происходят удивительные вещи. Например, в 2022 году астрономы обнаружили там 30 экзокомет по размерам очень похожих на небесные камни Солнечной системы. Раньше экзопланету, спрятавшуюся в пыли, представляли лишь по моделям. Было понятно только то, что это газовый гигант. Недавно, пробившись сквозь пелену с помощью новых телескопов, астрономы увидели реальное лицо бета-живописца Б. Это действительно супергигант, радиусом в 1,65 раза превышающий Юпитер, а массой более чем в 11 раз. Также выяснилось, что бета-живописца Б – настоящий спринтер. Если бы газовые планеты соревновались в скорости вращения, она победила бы с результатом в 8,1 часа. За это время бета-живописца Б делает полный оборот вокруг своей оси. Наш Юпитер, для сравнения, немного отстает с показателем в 10 часов. Но главная загадка планеты еще не раскрыта. Бета-живописца Б находится на расстоянии 10 астрономических единиц от звезды, примерно как Сатурн от Солнца. Если вы возьмете для путешествия к этому гиганту теплую одежду, поступок будет вполне логичным. А вот в реальности вы попадете пальцем в небо. По расчетам астрономов, газовый гигант разогрет до 1451 градуса Цельсия, хотя этого точно быть не должно. Бета-живописца Б находится слишком далеко от своей звезды и никак не может превратиться в плавильную печь. Ученые строят гипотезу, что так подогревает планету. Возможно, тепло сохраняется из-за огромной массы супер-Юпитера и плотного пылевого покрывала, которым он окутан. Впрочем, пока это только версия, которая требует подтверждения. Еще один газовый гигант AB Возничего b тоже накопил множество загадок, с которыми современной науке пока не справится. И он может оказаться чемпионом, но не по скорости вращения, а по упитанности. Давайте посмотрим на него поближе. AB Возничего b астрономам удалось засечь в созвездии Возничего на расстоянии 508 световых лет от Земли. Планета в 9 раз массивнее Юпитера при радиусе всего 1,12 нашего газового гиганта. За это ученые называют AB Возничего b слоновьей планетой. Если говорить точнее, она еще слоненок. Небесное тело до сих пор формируется в системе молодой звезды AB Возничего, сияющей в 38 раз ярче Солнца. Причем растет космический ребенок, нарушая все физические законы. Он ютится на самой окраине звездной системы, в 2 с лишним раза дальше, чем Плутон от Солнца, и почти в 100 раз, чем Земля от нашей звезды. Год на экзопланете длится 587,7 земных лет. Согласно стандартным моделям ученых, на таком расстоянии от звезды AB Возничего b не могла набрать огромную массу. Обычно это происходит за счет того, что материя и газ притягиваются гравитацией протопланеты к ее ядру. На задворках звездной системы же особо поживиться планете явно нечем. Значит, AB Возничего b возникла как-то по-другому, и ученые уже ищут подходящие модели. По одной из них планеты могут рождаться из огромных космических обломков. Когда диск вокруг молодой звезды остывает, под воздействием гравитации он иногда распадается на части планетарного размера.
Один из таких кусков и образовал слоновью планету. Она продолжает расти за счет окружающего ее газа, которого еще много в системе молодой звезды. По массе AB возничего b уже близка к максимуму, отделяющему ее от перехода в категорию коричневых карликов. Считается, что это промежуточное звено между планетой и звездой. Слоновья планета, несомненно, впечатлит нас своими размерами. Но в масштабах Вселенной это лишь маленькая песчинка. Посмотрим на более крупные космические структуры. Самый близкий пример – наша галактика Млечный Путь. Странные события происходят в ее окрестностях. У Млечного Пути исчезли карликовые галактики-спутники. Или же спрятались так хорошо, что астрономы никак не могут их разыскать. Согласно стандартной модели космологии, таких мини-спутников у крупных галактик должны быть сотни. На самом деле вокруг Млечного Пути их пока найдено только 30. Куда же делся остальной космический эскорт? Может, на каком-то этапе эволюции другие галактики захватили спутники в плен своей гравитацией? Или это результат некой космической катастрофы? Исследователи видят все более прозаичным. Просто карликовые галактики пока не обнаружены даже самыми современными телескопами. Дело в том, что чаще всего они невероятно маленькие и тусклые. Некоторые содержат лишь несколько тысяч звезд. Между тем, Млечный Путь предположительно дает приют 400 миллиардам светил. Их сияние затмевает скромные отблески миниатюрных соседей. Но на этом парадоксы спутников Млечного Пути не заканчиваются. Тусклые, незаметные малыши смогли бросить вызов всей ньютоновской модели гравитации. Дело в том, что они вращаются как-то не по правилам. К подобному выводу пришла команда ученых из Германии, Австрии и Австралии. В космологической модели спутники должны быть равномерно расположены вокруг Млечного Пути и двигаться в разных направлениях. В реальности 11 ярчайших карликовых галактик в общей плоскости образуют структуру, похожую на диск. Они вращаются вокруг Млечного Пути в одну и ту же сторону. Примерно так планеты нашей звездной системы облетают Солнце. По мнению ученых, подобный расклад мог быть объяснен только возникновением этих мини-галактик в результате древних столкновений. Здесь как раз и кроется главная загадка. Расчеты показывают, что карликовые спутники в этом случае не могут содержать темную материю. Но ведь именно темная материя скрепляет космические объекты в единое целое своей гравитацией. Причем ее нужно очень много. Астрономы Кембриджского университета исследовали около 7000 галактик и выявили там в 400 раз больше темной материи, чем обычной. Только далеко не все коллеги согласны с их выводами. Внутри галактики с темной материей звезды должны двигаться гораздо быстрее, чем предсказывает теория гравитации Ньютона. А значит, в расчетах астрономов из Кембриджа может скрываться ошибка. Ну или теорию Ньютона нужно модифицировать. Причем не в первый раз. Далекие галактики преподносят астрономам еще больше сюрпризов. Хотите познакомиться с настоящими космическими динозаврами? Одного из них недавно обнаружил телескоп Джеймс Уэбб. Это большая галактика JADES GS-Z14-0, которую ученые считают почти ровесницей Вселенной, возрастом в 13,8 миллиарда лет. Древний небесный рептилоид, по расчетам ученых, образовался всего лишь через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Факт очень странный. Согласно моделям астрономов, этого времени после рождения Вселенной недостаточно для образования столь масштабной структуры. Современные теории утверждают, что в раннем космосе формировались маленькие галактики. Они росли со временем, в течение миллиардов лет, в основном за счет слияния и аккреции газа. Однако JADES GS-Z14-0 противоречит этим теориям, будучи слишком массивной и активной для своего возраста. Поразительно и то, что вокруг ядра галактика окружена гигантским ореолом новых звезд, возраст которых в среднем оценивается примерно в 90 миллионов лет. Еще галактика содержит значительное количество пыли и тяжелых элементов, таких как кислород.
Иными словами, JHGS Z14.0, вероятно, уже активно формировала звезды задолго до своего предполагаемого возраста в 300 миллионов лет. И она такая не одна. В 2023 году телескоп Джеймс Уэбб открыл еще несколько массивных объектов, образовавшихся через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва. Исследователи отмечают, что яркий свет этих динозавров в ранней Вселенной указывает на их быстрое развитие, что не соответствует многим стандартным моделям. Существование подобных объектов, вероятно, потребует пересмотра современного представления о формировании галактик. Сейчас исследователи рассматривают возможные объяснения и среди них называют эффекты от частых взрывов сверхновых или влияние темной энергии. Пока ничего не удается выяснить точно, и число версий только растет. Недавно во всем заподозрили сверхмассивные черные дыры. Их чересчур ранний рост на заре Вселенной мог дать толчок к преждевременному развитию галактик. Сверхмассивные черные дыры, которые прячутся внутри галактик, вообще добавляют головной боли астрономам. Они порой настолько непредсказуемы, что никак не желают укладываться в космологические принципы. Посмотрим для примера опасный, но впечатляющий процесс соединения двух монстров. Когда происходит столкновение, а затем слияние двух галактик, их центральные сверхмассивные черные дыры образуют между собой единый объект. Ученые узнают об этом благодаря гравитационным волнам, которые возникают из-за движения дыр. Вот что известно об удивительных танцах монстров согласно моделям ученых. Процесс идет очень долго. Под действием взаимной гравитации они начинают сближение и кружат друг вокруг друга, постепенно сокращая расстояние. В конечном итоге оба объекта должны стать одной огромной черной дырой. Но финальная стадия их пируэтов до сих пор остается загадкой. Модели четко показывают поведение сверхмассивных черных дыр, когда они находятся относительно далеко друг от друга. А вот продемонстрировать их окончательное сближение симуляции не могут. В них две сверхмассивные черные дыры приближаются друг к другу на расстоянии 1 парсека, что равно примерно 3 световым годам. Затем их сближение прерывается. Эта проблема получила название парадокса последнего парсека. Авторы нового исследования из Канады считают, что нашли ее решение. При моделировании всего лишь нужно добавить в процесс такую составляющую, как нечеткая темная материя. По словам ученых, она похожа на обычную темную материю, но состоит из частиц малой массы и особо хаотично распределена в пространстве. Ученые считают, что нечеткая темная материя способна увеличить скорость распада орбит черных дыр и привести к их слиянию. Это может объяснить существование невероятно огромных монстров, которые обнаружены в центре некоторых эллиптических галактик. В то же время исследователи не дают надежных доказательств того, что именно нечеткая темная материя может решить проблему последнего парсека. Темную материю многие исследователи считают главной загадкой в современном представлении о Вселенной. Еще 100 лет назад никто даже не думал о другом виде вещества, кроме обычного, из которого состоят звезды и планеты. Но с развитием науки появилось все больше вопросов. Например, звезды в спиральных галактиках, подобных нашей, вращаются на огромных скоростях. По всем законам, при столь быстром движении они должны просто вылетать в межгалактическое пространство. Если этого не происходит, значит, их скрепляет силой своей гравитации некоторая огромная масса. Также на существование скрытой материи указывает гравитационное линзирование. Это процесс, при котором планета, звезда, галактика или скопление галактик изменяет направление электромагнитного излучения своей гравитацией. Оказалось, что в линзировании задействовано вещество массой намного превышающее обычное. Ученые назвали невидимку темной материей и рассчитали, что на нее приходится 95% всей массы Вселенной. Обычное вещество составляет звезды, планеты, спутники и другие космические объекты,
И все это тянет лишь на оставшиеся 5%. Представляете, сколько в мире темной материи, если ее масса настолько больше обычной? И все же до сих пор мало что известно о составе и физических свойствах этой гигантской темной лошадки. Трудно исследовать то, что невозможно увидеть и что почти никак не взаимодействует с нашим миром. Ведь в отличие от обычной материи, темная вообще не отражает и не поглощает свет. В ее поисках ученые сравнивают себя с мудрецами из известной притчи. Ощупывая в темноте слона, каждый из них приходит к своему выводу. Один, держась за хвост, считает, что слон – это хлыст. Другой, ухватившись за хобот, уверен, что схватил змею. Тот, кто дотронулся до туловища, представил глухую стену. Все они по-своему правильно указали на какие-то особенности отдельных частей животного, однако поняли, что это слон, лишь когда его переместили на свет. В последнее время космического слона отчасти тоже удалось вывести в более освещенную зону. Так, с помощью космического телескопа Хаббл астрономы получили изображение кольца темной материи в скоплении галактик Си-1 0024+17. Кроме того, исследователи проследили ее влияние на формирование ранних квазаров, галактик и облаков газа. Это заодно подтверждает гипотезу о том, что в ранней Вселенной темная материя не распределялась равномерно. Невидимое вещество частично сбилось в комки, тем самым приложив руку к образованию различных космических объектов. В свою очередь, английские ученые утверждают, что им удалось определить некоторые физические свойства невидимки. Астрономы провели расчеты характеристик тысяч разных галактик. Результаты показали, что эти объекты содержат в сотни раз больше темной материи, чем обычной. Скорость частиц в ней достигает 9 км в секунду. Температура составляет 10 тысяч градусов Цельсия. Расчеты исследователей из Англии стали дополнительным аргументом в пользу теории теплой темной материи, которая разогрета сильнее окружающего космического пространства. Однако в общепринятой космологической модели наиболее вероятным считается существование холодной темной материи, которая движется не так быстро. При этом ее возраст все время связывали с ранними процессами во Вселенной. Есть гипотеза, что значительную часть темной материи составляют первичные черные дыры, образовавшиеся в первую секунду после Большого взрыва. В последнее время ученые больше склоняются к тому, что она образуется из каких-то еще не открытых субатомных частиц. Некоторые из них, которые называют вимпами, слабо взаимодействуют с окружающей средой. Одну из подобных частиц, гипотетическое нейтралино, прочат на роль основной составляющей темной материи. Однако, если темная материя имеет какое-либо отношение к частицам, образовавшимся в процессе космической инфляции, то она, возможно, родилась намного раньше Вселенной. К такому выводу по результатам нового исследования пришли специалисты из США. Вероятно, поиски астрофизиков никак не могут увенчаться успехом именно из-за этого. Идею подтверждают и некоторые научные расчеты. Если версия о столь раннем происхождении темной материи подтвердится, то в дальнейшем это поможет ученым выявить суть невидимого вещества и больше узнать о временах до Большого взрыва. А заодно исследователи сумеют проверить множество теорий о темной материи, которые сейчас звучат фантастически. В одной из гипотез исследователи из университета штата Огайо даже объявили темную материю виновницей будущего апокалипсиса. Предполагается, что частицы этой невидимой составляющей Вселенной способны аннигилировать друг с другом. Иными словами, темной материи со временем становится все меньше. Когда ее останется критически мало, все галактики распадутся на части, а затем и вовсе рассеются по космосу. К счастью, если это и случится, то в необразимо далеком будущем, когда возраст Вселенной в 1010 раз превысит нынешний. У нас вполне хватит времени изучить темную материю и узнать, действительно ли она способна на подобный хоррор. И правда ли, что такая субстанция может быть старше Большого взрыва? Впрочем, с самим Большим взрывом тоже не все однозначно.
Согласно принятой теории, Вселенная родилась после невероятно мощной вспышки энергии, которую назвали Большим взрывом. Затем мироздание расширялось и охлаждалось. Однако самая ранняя Вселенная оставалась горячей и плотной. В таких условиях частицы постепенно объединялись и образовывали ядра атомов, а затем все остальное в нашем мироздании. Эта гипотеза появилась в конце 1940-х годов. Примерно в то же время всплыла совершенно иная идея – теория устойчивого состояния. Она предполагает, что в большом масштабе мироздание всегда выглядело одинаково и вечно останется неизменным. Мысль о том, что Вселенная возникла в определенный момент времени, теорией устойчивого состояния рассматривается как иррациональная. Как можно объяснить причину первоначального всплеска энергии, если время появилось только вместе с ним? То есть Большого взрыва не существовало, а Вселенная никогда не расширялась из плотной крошечной точки и вечно находится в стабильном состоянии, не имея ни начала, ни конца. Команда астрофизиков из Канады, которые поддерживают теорию устойчивого состояния, приводит в доказательство эффект Доплера. На него во многом опирается теория Большого взрыва. Что же не так с эффектом Доплера? Сначала посмотрим на это явление глазами астрофизиков. Если тело в космосе удаляется от нас, то ученые видят его смещенным в красную часть спектра, а если приближается — в синюю. Измерения звездного света показали, что все галактики имеют красное смещение, то есть удаляются от нас. Такая интерпретация эффекта подтверждает теорию Большого взрыва и то, что Вселенная постоянно расширяется. Но авторы нового исследования сомневаются в тезисе, что красное смещение означает движение. Наблюдения за космосом, которые провели ученые, согласуются с другой, несовместимой с теорией Большого взрыва гипотезой – старение света. Она объясняет красное смещение тем, что частицы света, фотоны, со временем теряют энергию, находясь в космосе, а значит, Вселенная должна быть статичной. Исследователи предполагают, что никакого первоначального взрыва не было, и у всего сущего нет ни начала, ни конца. В то же время американский физик Стивен Холлер не согласен с такими выводами. По его мнению, эффект Доплера неоднократно проверялся и нашел свое подтверждение в огромном количестве наблюдений, моделей и расчетов. Ученый объясняет, что астрономам удалось выяснить состав звезд и планет, сопоставив их спектральные линии со спектрами химических веществ на Земле. Это сделано именно с помощью метода Доплера, а значит, Большой взрыв все же был. Но внезапно математик Герман Бонн, астрофизик Томас Голд и космолог Фред Хойл, можно сказать, вывернули теорию Большого взрыва наизнанку. По их словам, наша Вселенная началась не с Большого взрыва. Точкой отсчета нужно считать большой отскок. То есть все сущее появилось не в результате расширения пространства-времени из маленькой точки после взрыва, а по окончании предыдущей фазы существования Вселенной. Иными словами, мироздание сжалось, а затем вновь расширилось, образовав известный нам космос. Хотя бы первоначально проверить эту гипотезу современная наука не позволяет. Однако ученые надеются через время с развитием технологий провести нужные космологические эксперименты и получить прямые доказательства своей теории. Эта тайна, как и многие другие, останутся открытыми, пока не придет их время. Ученые одну за другой решают космические головоломки. Так недавно раскрыта загадка звездной системы HD 148937 на расстоянии около 3800 световых лет от Земли. Она состоит из двух звезд намного массивнее Солнца и окружена красивой туманностью. Вроде бы с этой компанией все в порядке. Но в науке подобная комбинация считается невозможной. Две ярких звезды не может окружать туманность, и астрономы давно искали секрет HD 148937. Ученые собрали данные за 9 лет наблюдений очень большого телескопа и обсерватории Ла-Силья.
Изучение этих сведений показало, что изначально в системе HD 148937 находилось как минимум 3 звезды. 2 из них были расположены близко друг к другу, в то время как третья облюбовала себе место на более удаленной орбите. Затем 2 внутренние звезды слились. В ходе процесса в пространство была выброшена часть их материи, что привело к формированию туманности. В будущем подобные загадки ученые, вероятно, смогут решать быстрее. В этом поможет введение в строй роботизированных телескопов, обработка огромного количества данных обсерваторий с помощью искусственного интеллекта и многие другие достижения науки. Но удастся ли астрономам раскрыть все тайны космоса? Конечно, нет. Каждое открытие чаще всего рождает новые вопросы. Так темная материя объяснила недостающую гравитацию во Вселенной, однако все равно остается покрытой тайной. Хотя, возможно, в этом и есть главная прелесть изучения пространства. Для нас, космических путешественников, это особенно интересно. По мере достижения небесных тайн перед нами будут открываться новые, потрясающие маршруты по Вселенной. Мы все выросли с Солнцем в небе, но давайте подумаем о планетах, которые просто дрейфуют по космосу куда попало, без постоянной орбиты, без звезды на горизонте. Их судьба кажется очень печальной. Недаром ученые называют эти планеты изгоями, сиротами, бродягами. Миры, в которых всегда ночь, независимо от времени дня и года. Без собственного Солнца у них не может существовать цикл дневного света, отмечающего течение времени. Тьма и холод – вот их удел. Могут ли они чем-то заинтересовать космических путешественников? Конечно. Эти вечные скитальцы многое повидали на своем пути. Изгои наверняка скрывают невероятные тайны. И сегодня мы постараемся узнать обо всем, отправившись к ним в гости. Будет ли это чем-то типа поездки на необитаемый остров? Или мы попадем в яркий, густонаселенный мир, который подойдет для любителей потусить в мегаполисах? А может, вместе с такой планетой удастся совершить настоящую кругосветку, использовав ее как своего рода звездолет, и осмотреть столько небесных достопримечательностей, перед которыми меркнет лучший круиз на Земле? Ученые не исключают ни один из этих вариантов. Так что в любом случае нас ждут крутые впечатления. Да и заодно узнаем, не угрожает ли нашему миру какой-нибудь изгой. Скорее отправляемся в путь. Хотя сильно спешить не стоит. Прежде всего, точнее выясним, что представляют из себя планеты-изгои и где их искать. Как они дошли до такой жизни и превратились в бродяг, бросили свои солнца и, промерзнув до костей, продолжают упорно скитаться во тьме. Астрофизики говорят, что некоторые из них никогда и не знали, что такое родной дом, а другие лишились его не по своей воле. Изгои появились на свет, как и все остальные объекты в космосе. Если говорить подробнее, то ученые предполагают, что это могло происходить 2 способами. Некоторые сумели сформироваться аналогично звездам из космических облаков газа и пыли. Так чаще образуются коричневые субкарлики, очень маленькие недозвезды, которые не смогли запустить термоядерную реакцию в своих ядрах. Хотя эти карлики формируются тем же путем, что и звезды, пока что нет единого мнения, считать эти объекты светилами или же планетами. Их температура и светимости настолько малы, что зачастую коричневые субкарлики неотличимы от планет, так что иногда, вероятно, подобным образом возникают очень крупные планеты. Однако чаще будущие бродяги формируются, как и большинство планет, в облаке вокруг молодых звезд. Это опасные места, где протопланеты сражаются за доступную массу. Во время борьбы они сталкиваются друг с другом или слишком сближаются орбитами. При этом больший объект способен вытолкнуть более маленького и слабого соперника прочь из системы. Впрочем, взрослые миры тоже не находятся в полной безопасности. Они могут отправиться в свободное плавание по очень многим причинам. Например, в результате взаимодействия между небесными телами в своих звездных системах. Правда, не во всех. Ученые пришли к выводу, что у одиночных звезд это случается крайне редко.
А вот в двойных системах, которых обнаружено уже более 100 тысяч, все могло быть иначе. Чтобы больше об этом узнать, американские астрофизики провели исследования в системах парных звезд. Ученые смоделировали два типа событий. Первый — гравитационные качели или столкновения между планетами в двойной звездной системе. А второй — взаимодействие двух таких систем, в результате которого планету одной из них вышвыривает вон в открытый космос. Основой для симуляции стала хорошо известная двойная звезда TOI 1338 с подтвержденной планетой BEBOP-1. Исследование охватило гигантский период в 10 миллионов лет. В нем учитывалось несколько параметров, которые сильно влияют на формирование планет. Это начальная масса протопланетного диска, дистанция между звездами и уровень турбулентности в диске. Также в расчет принималась общая масса двойной звездной системы, соотношение масс и орбит обоих светил, а также их соседей. В данном случае суммарная звездная масса TOI 1338 составляет примерно 1,3 массы Солнца. Показатель соответствует средней массе двойных звездных систем, около 1,5 солнечной массы. Результаты исследований свели ученых с ума. Оказалось, что звездные пары очень часто жестоко расправляются со своими планетами. В моделях каждая из них вышвыривала в космос в среднем от 2 до 7 таких планет, как Земля. Хотя количество изгнанных из звездной системы планет-гигантов массой более 100 земных достигало всего лишь 0,6%. Моделирование показало, что большинство планет выбрасывает из протопланетных дисков очень юных звезд в период от 0,4 до 4 миллионов лет после начала формирования. При этом возможность катастрофы сильно зависит от уровня турбулентности в протопланетном диске молодой звезды. Турбулентность означает нестабильное состояние системы, различные возмущения и хаос, которые в основном вызывает гравитация небесных тел. Чем больше хаоса, тем выше вероятность изгнания из этой неспокойной области отдельных планет. Оставшиеся в системе также претерпевали сильные потрясения. Их изначально круговые орбиты превращались в эллиптические. Авторы исследования хотят продолжить работу в данном направлении. Они говорят, что нужно больше наблюдений, чтобы точнее понять природу формирования планет-изгоев. Ученые надеются определить, существуют ли различия в химическом составе между свободно плавающими планетами. Это ограничило бы типы звезд, вокруг которых формируются изгои, и место их нахождения в протопланетных дисках. Тем временем другие команды астрономов решили подсчитать количество одиноких планет в относительной близости к Солнечной системе. Однако поймать их во время скитаний по небу не так уж легко. Ведь подобные миры не освещает свет звезд. Их редко можно обнаружить во время прямого наблюдения за космосом в телескопы. Сделать поиск более эффективным удалось благодаря методу микролинзирования. Суть его в том, что гравитация массивного объекта искривляет вокруг него свет. Благодаря этому невидимку можно увидеть, когда она проходит между наблюдателем и какой-то звездой. Астрономы предприняли попытку поисков блуждающих планет в ближней к нам части области созвездий Скорпиона и Змееносца. Там удалось обнаружить от 70 до 170 изгоев. Ученые составили карту этого участка неба. Координаты 115 свободно плавающих небесных тел на ней выделены красными кружками. Исследователи выяснили, что большинство этих изгоев находится в так называемых звездных яслях – крупном газопылевом облаке. Там массово формируются и выходят из своих коконов на свет юные светила. Облако расположено в пограничной области между созвездиями на расстоянии в 390 световых лет от Земли. Ученые пришли к выводу, что изгои составляют около 4,5% от общего числа объектов внутри облака. Это немалая цифра, ведь планеты-сироты нам представляются скорее исключением из правил. Однако в последнее время выходит прямо противоположная картина. Сразу несколько команд астрономов опубликовали результаты исследований, касающиеся планет-изгоев.
В них обобщен 9-летний опыт поисков таких объектов. Ученые выяснили, что планеты-изгои могут быть в 6 раз более распространены, чем те, что вращаются вокруг звезд, и в 20 раз, чем сами светила. Прогноз НАСА еще более ошеломляет. Эксперты космического агентства считают, что планет-изгоев в нашей галактике примерно 1 триллион. Не следует, конечно, думать, что эти объекты теснятся в Млечном Пути буквально плечом к плечу. Места в галактике хватает всем небесным телам. К слову, интересно, что на Земле гораздо больше деревьев, чем планет-изгоев, даже по подсчетам НАСА. В одной из научных работ американских ученых заявлено, что всего в нашем мире 3 триллиона деревьев. Правда, это самая высокая оценка количества земных зеленых насаждений. Конечно, планеты-изгои еще не раз придется пересчитывать точнее. Космический телескоп Нэнси Грейс Роман, который запустят предположительно в 2026-м, займется этой работой. Обсерватория будет использовать гравитационное линзирование для переписи экзопланет. При этом подсчет охватит все категории блуждающих миров, от гигантов до таких небольших небесных тел, как Марс. В настоящее время астрономы уже открыли множество таких скиталец по Вселенной. Сначала ученые идентифицировали гигантов типа Юпитера или коричневых субкарликов. Давайте ближе познакомимся с этими огромными небесными телами, хотя о них до сих пор мало что известно. Испанские астрономы из Политехнического университета Картахены недавно обнаружили аж 7 огромных изгоев с помощью космического телескопа Эвклид. Блуждающие планеты замечены глубоко внутри туманности Ориона, гигантского облака пыли и газа на расстоянии 1500 световых лет от нас. Данную область можно увидеть невооруженным глазом, как размытый объект, похожий на среднюю звезду в острие созвездия Ориона. Все изгои, которых там обнаружили, как минимум в 4 раза больше Юпитера. Планетам около 3 миллионов лет. Это юность в космическом масштабе. И планеты еще очень горячие. Компанию как раз и удалось засечь благодаря теплу, которое она излучает. Кроме того, одна из одиноких планет, Па-99H2, попала в поле зрения астрономов относительно недалеко от нас, в соседней галактике Андромеда. Этот изгой — настоящий великан, массой в 6,34 раза превышающий Юпитер. Еще один гигант М51 ULS-1b расположен в очень красивой галактике Водоворот. Космический водоворот, как и земные, невероятно быстро вращается. Он также полон газа и пыли, потому определить точные параметры тусклой планеты в этой бесконечно кружащей пелене очень непросто. Пока ученые предполагают, что объект по массе немного меньше Сатурна. Между тем, новую находку сделал космический телескоп Джеймс Уэбб, и она очень удивила астрономов. Наблюдения велись опять же в туманности Ориона. Этот ближайший к Земле регион массивного звездообразования получился на изображениях телескопа совершенно потрясающим. Настоящий космический шедевр с клубящимися облаками пыли и газа, взрывами и звездными лучами. Он скрывает множество загадок, и Уэбб добавил к ним еще одну. С помощью космического телескопа астрономы обнаружили в туманности Ориона более 500 свободно плавающих планет. Очень странные небесные тела, которые, похоже, не переносят одиночество. 80% из них массой от 0,7 до 13 Юпитеров держатся парами, образуя двойные системы. Эти большие газообразные объекты по своему составу напоминают планеты. Анализ показал наличие пара и метана в их атмосферах. Но технически их еще нельзя причислять к планетам, поскольку нет примера подобных парных миров, которые свободно плавают по пространству. Пока эксперты назвали их двойными объектами массы Юпитера, или сокращенно Джамбо. Возраст Джамбо составляет около 1 миллиона лет, и по астрономическим меркам это совсем еще младенцы. Их поверхность разогрета до адских температур в 1000 градусов Цельсия. Однако без родительской звезды они будут быстро остывать и вскоре приобретут температуру, близкую к обитаемой, а затем станут невероятно холодными и потенциально совсем непригодными для жизни.
Пока астрономам не ясно, сформировались ли Джамбо прямо в туманности Ориона или были выброшены из планетарного диска какой-то звезды. Гравитационным тараном в данном случае могла, например, послужить пролетающая очень близко к системе чужая массивная звезда. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета по результатам компьютерного моделирования. В их симуляциях вокруг звезды, похожей на Солнце, вращалась пара планет массой с Юпитер. В каждой модели мимо системы пролетала звезда такого же размера, что и родительская этих планет. Ученые использовали несколько показателей скорости звезды, возможной массы планет, их относительного расстояния от светила. Оказалось, что в 1–5% случаев гигантов парами выбрасывало из системы. Хотя с этой схемой пока не все ясно. После выталкивания с орбит планеты должны хаотично разлетаться по пространству. Трудно представить, что какая-то сила поможет им вновь собраться вместе и образовать крепкую пару. Правда, теоретически это возможно из-за влияния других светил в плотном звездном поле Ориона. Но такое предположение еще требует дальнейших проверок и уточнений. А мы пока осмотрим еще одну невероятную находку. Астрофизикам из Университета Оклахомы попался богатый улов в галактике с активным ярким ядром, квазаром RX J1131-1231. Там, скорее всего, существует целая популяция огромных планет, гравитационно не связанных со своими звездами. Особенно ученых поразило разнообразие масс этих небесных бродяг. Предположительно, оно колеблется в диапазоне от лунной до нескольких Юпитеров. То есть по небу бродят не только газовые гиганты, на поверхность которых люди никогда не сумеют спуститься, чтобы ученые изучили эти небесные тела, а космические путешественники смогли набраться впечатлений. По пространству свободно плавают и каменистые планеты, размером сопоставимые с Землей или даже намного меньше. В 2010 году телескоп ТЭСС обнаружил первую свободно летящую планету, похожую на Землю. Различить сравнительно небольшой объект в темном космосе было очень нелегко. Это удалось сделать только в результате анализа 1,3 миллиона кривых блеска, собранных телескопом. Такую находку ученые посчитали большой удачей, а землеподобного изгоя скорее белой вороной среди подавляющего большинства гигантских скиталец. Но этот вывод вскоре пришлось перевернуть с ног на голову. Моделирование показало, что большинство бродяг по массе примерно сходны с нашей планетой. И вот почему. Мы уже говорили, что чаще всего изгоями становятся планеты из молодых звездных систем. В этот момент орбиты небесных тел еще нестабильны, и гравитация может просто вытолкнуть некоторые из них в пустоту. Это как игра в бильярд. Массивные небесные тела перенаправляют удары слабым, и последние выбрасывает в космос. А сами гиганты остаются в моделях внутри звездных систем. Реальные наблюдения косвенно подтверждают эти модели. Ученые одну за другой стали находить маленьких скиталец по космосу. Недавно астрономы изучали огромную звезду TIS-107-150-013 на расстоянии 400 световых лет от нас. По размеру этот колосс почти в 13 раз превышает Солнце. Процесс наблюдения продолжался 107 минут. В результате ученые смогли засечь на фоне гигантского светила планету-изгой. Однако ее точное расстояние до Земли, а следовательно массу, точно высчитать пока не удалось. Если странница находится в пределах 8500 световых лет от нас, то в 10 раз меньше Земли. При расстоянии до объекта в 3500 световых лет его масса примерно равна земной. Затем были выявлены еще 2 свободно плавающие планеты. Команда астрономов из Университета Бордо натолкнулась на них во время анализа данных наземных и орбитальных телескопов за 20 лет. Первая из планет размером примерно с Нептун, а вторая похожа на Землю. Кроме того, ученые из Университета Манчестера заявили, что обнаружили сразу 4 изгоев. Все они имеют массу, сопоставимую с земной. Однако и в данном случае исследователи не могут точно определить, как далеко от Солнечной системы находятся эти сироты.
Они явно не относятся к нашим ближайшим соседям, но ближе к Земле, чем центр Млечного Пути. Точнее всего будет сказать, что они находятся на расстоянии нескольких тысяч световых лет от нас. Еще известна землеподобная скиталица 2М1207b, которая преподнесла астрономам неожиданный сюрприз. Оказалось, что она обладает обширным пылевым облаком из мелких частиц. Из этого облака впоследствии способны сформироваться спутники планеты. То есть у изгоев, скорее всего, могут быть собственные экзолуны, и эти спутники вынуждены вечно бродить по холодному темному космосу за своими хозяевами. Подтвердить данную версию будет очень трудно. Если подобные экзолуны существуют, то только с очень узкой орбитой вокруг планеты хозяина. Это сильно затруднит их идентификацию. Вероятность того, что астрономы однозначно рассмотрят в небе такие луны, не превышает 10-15%. Но в землеподобных изгоях больше интересует другое. Некоторое сходство с нашей планетой в какой-то момент невольно наводит на мысль об их обитаемости. Хотя большинство из нас наверняка сразу же отмахнется от этой идеи. Какие зеленые человечки или разумные ящеры могут существовать в таком аду? В любом случае, изгнанную с привычного места планету ждет ужасная судьба. Когда она оказывается вне звездной системы, ее поверхность постепенно остывает до температуры открытого космоса – минус 270 градусов Цельсия. Если у нее есть океаны, то вода в них давно превратилась в твердый, как камень, лед. Вряд ли во время путешествия к этим мирам мы найдем что-либо, кроме жуткого холода и пустоты. Правда, есть и другие мнения. Профессор технологического института Флориды Манасви Лингама считает, что на планетах-изгоях может бурлить жизнь. Как такое возможно? Давайте рассмотрим на примере некой каменистой страницы, похожей на Землю. Из ее ядра миллиарды лет может исходить тепло и поддерживать жизнь в подземных океанах. Если у нее есть защитная магнитосфера, созданная геодинамо, и вулканизм морского дна, гидротермальные источники могут обеспечить энергию для жизни. Примеры мы опять же найдем на Земле. Подо льдами Антарктиды на глубине около 1,6 километров обнаружены незамерзшие озера и реки. Там обитают микробы, моллюски, странные рыбы. Подобные существа, возможно, есть подо льдами странствующих планет и даже на их поверхности. Необходимым условием для этого является плотная водородная атмосфера. Если небесное тело ее сохранит, то атмосфера поможет удержать на поверхности тепло от ядра. Большой спутник, который, как мы выяснили, теоретически может быть у таких планет, тоже поддаст жару, растягивая и сжимая соседку своей гравитацией. Впрочем, есть еще один недостающий фактор. Откуда организмам брать энергию для метаболизма? Ученые уже предлагают примерный ответ. Весь фокус в том, что изгои могут подпитываться прямиком от черных дыр. Некоторые галактики испускают интенсивное излучение, когда сверхмассивные черные дыры в их центрах поглощают материю. Если планета-изгой будет находиться рядом с центром, так называемым галактическим ядром, то она сможет использовать подобное излучение для фотосинтеза. При этом от ультрафиолетовых лучей, смертельных для живых существ, планету прикроют ее природные щиты, такие как почва или вода океана. По подсчетам ученых, странствующие планеты получат энергию, необходимую для поддержания жизни, менее чем в 1000 световых лет от активных галактических ядер. Для сравнения, Земля расположена в пределах 25 тысяч световых лет от центра Млечного Пути. Авторы научного исследования из Университета Чикаго, в свою очередь, также решили выяснить, может ли планета-сирота, лишенная внешних источников тепла и света, поддерживать жизнь. Ученые провели исследование коричневого субкарлика CHA-110-913, который находится в созвездии Хамелеон в 163 световых годах от Земли. Формально это небесное тело считается звездой, хотя массой всего лишь в 8 раз превышает Юпитер.
так что оно значительно меньше, чем многие открытые в последние годы экзопланеты. Ученые пришли к выводу, что вероятность появления жидкой воды на планете-изгоя, подобной CHA-110-913, очень высока. Для образования подземного океана скиталица должна обладать массой, равной 3,5 земных и более. Другой вопрос заключается в том, можно ли обнаружить жизнь на таком расстоянии, как объект в созвездии Хамелеон. Очевидно, что ученые не смогут использовать для этого свет родительской звезды, как это делается при поисках экзопланет, так что придется поискать объект для исследования поближе. Тогда, возможно, НАСА удастся подтвердить или опровергнуть эту невероятную гипотезу с помощью перехватчиков внесолнечных объектов. Так называют компактные зонды с радиоизотопной электрической силовой установкой. Если какая-нибудь планета-изгой или другое небесное тело окажутся в нашей звездной системе, перехватчики подлетят к нему и возьмут пробы, а затем в течение 10 лет передадут образцы на Землю с помощью сверхмощных 20-киловаттных радиоизотопных батарей. Но может ли в Солнечной системе появиться космическая странница? Известно, что гравитация крупных планет время от времени выбрасывает из нашего мира кометы и астероиды. Как показывает моделирование примерно 4 миллиарда лет назад, Юпитер и Сатурн очень часто вытесняли объекты из пояса Койпера в межзвездное пространство. Если это случалось в Солнечной системе, то может происходить и во владениях других звезд. Таким образом, в космос отправляются межзвездные странники, которые могут пролетать близко от Солнца. На сегодняшний день астрономы подтвердили прохождение через Солнечную систему двух из них – кометы 2I Борисова и объекты Оumuamua. Если межзвездная комета во многом похожа на местные, то Оumuamua явно представляет собой нечто иное. Объект впервые заметили с помощью телескопа, расположенного на Гавайях. Его назвали Оumuamua, что в переводе с гавайского означает «первый посланник издалека». Сначала его посчитали кометой, но в дальнейшем переквалифицировали в астероид. Межзвездный гость оказался не похож ни на один из небесных камней, которые астрономы видели раньше. Во-первых, у объекта странная форма. Он вытянутый, в длину примерно 400 метров, а в ширину в 10 раз меньше. Раньше ученые наблюдали только астероиды с соотношением длины и ширины 3 к 1, а у этого 10 к 1. А этот походит на такую себе сигару, которой какая-то далекая звездная система решила угостить наш мир. Неожиданной оказалась и скорость, с которой эта космическая сигара прилетела в Солнечную систему, примерно 25 км в секунду. До этого максимальная зафиксированная скорость малого тела составляла всего лишь 4,88 км в секунду. О происхождении Оumuamua астрономы продолжают дискутировать уже много лет. По одной из последних версий, именно аномально высокая скорость дает здесь важную подсказку. Ученые НАСА подсчитали, что так разогнаться мог лишь гость из звездной системы, похожей на нашу. Если бы система была более молодая, то скорость объекта оказалась бы выше, а та, что наполнена старыми звездами, не смогла бы так ускорить полет астероида. Авторы статьи считают, что в ближайшем будущем им удастся обнаружить новые межзвездные объекты благодаря телескопам будущего, например, обсерватории имени Веры Рубин, которая вскоре начнет работу. Считается, что новый телескоп позволит найти на краю Солнечной системы миллионы неизвестных объектов, прилетевших от других звезд. И, возможно, благодаря этому ученые наконец-то точно выяснят, не скрывается ли там какой-нибудь пришелец. Об их существовании много лет ходят настоящие легенды. Чаще всего речь идет об изгое, рожденном в Солнечной системе, но выкинутым в какой-то момент за ее пределы. Некоторые из подобных жертв отбрасывают все обиды и стараются сохранить отношения с родным домом. Правда, это очень слабая гравитационная связь, однако теоретически она возможна. В таком случае небесное тело время от времени возвращается в наш мир, который освещает Солнце. Специалисты давно изучают возможность
существование подобных изгнанниц. Исследователи из США недавно провели моделирование эволюции орбит планет Солнечной системы. Результаты показали, что в раннюю пору Юпитер находился гораздо дальше от Солнца, чем сейчас. Переместиться ближе газовый гигант мог только за счет вытеснения каких-то более маленьких соседей за пределы системы. Но это привело бы к грандиозной катастрофе. Если бы Юпитер передвигался медленно, то столкнул бы Землю с Марсом или Венерой, а преодолев путь одним неимоверным прыжком, вытолкнул бы с орбиты Уран или Нептун. Однако ничего такого не произошло. Но это не значит, что теория перемещения Юпитера ближе к Солнцу ошибочна. Если допустить, что в момент зарождения Солнечной системы газовых гигантов было не 4, как сейчас, а 5, то все становится на свои места. Тогда пятая планета из этой компании во время путешествия Юпитера была вытеснена на очень удаленную орбиту, либо за пределы Солнечной системы. Не менее популярна гипотеза захвата Солнцем пролетающего мимо изгоя. Теоретически это может привести к 3 исходам. Во-первых, есть вероятность, что странница сумеет вырваться из гравитационного плена звезды и продолжит путешествие по космосу. Во-вторых, изгой может вытолкнуть какую-нибудь планету из системы и занять ее орбиту. И, наконец, он способен остаться на задворках нашего мира и вращаться там по очень вытянутой орбите. Одно из недавних исследований показало, что ближе всего к истине 3-й вариант. Пришелец из другой звездной системы может скрываться в облаке Оорта. Считается, что этот регион, как гигантский пузырь, окружает Солнечную систему на расстоянии от нескольких сотен миллиардов до нескольких триллионов километров. Там находится множество ледяных объектов, и, скорее всего, отсюда начинают свой путь долгопериодические кометы. Проверить гипотезу насчет притаившейся там планеты пока практически невозможно. Облако Оорта еще очень слабо изучено, и загадочная планета может скрываться в его дебрях где угодно. Однако в любом случае она пока не внесла смуту в нашу систему. Это не значит, что нашему миру не грозит опасность от какой-то скиталицы по космосу. Несколько десятилетий существует гипотеза о планете Нибиру, которая должна вскоре залететь в Солнечную систему. Ее сторонники предрекали конец света в начале 2000-х годов, а затем в 2012-м. Событие должно было привести к изменению орбиты Земли и гибели человечества. Пророчества не сбылись, и обсуждения Нибиру на время перешли в разряд околонаучных. Но астрономы Калифорнийского университета постарались вернуть им серьезный статус. Ученые решили выяснить, какие последствия повлечет за собой появление лишней планеты в Солнечной системе. Исследователи не просто так задались этим вопросом. Представителей научного мира уже давно интересует определенный тип планет, которого нет в Солнечной системе, хотя они обнаружены рядом с другими звездами. Это каменистые миры в несколько раз больше нашей планеты, и их называют суперземлями. Еще одна странность состоит в том, что между Марсом и Юпитером существует огромное расстояние. Некоторые ученые считают, что там теоретически должна находиться еще одна планета. Астрономы провели моделирование, поместив вымышленную суперземлю как раз между Марсом и Юпитером. Из этого не получилось ничего хорошего. Солнечная система давно представляет собой стабильную конструкцию. В ней все планеты гравитационно связаны со звездой. Если изгой подберется слишком близко к нашему светилу, то такие гравитационные связи могут быть нарушены. Появление новой планеты в моделях в первую очередь повлияло на орбиту Юпитера. Этот газовый гигант, который в 318 раз массивнее Земли, играет важнейшую роль в Солнечной системе. Смещение орбиты Юпитера привело к дестабилизации орбит остальных планет. Например, Уран и Нептун в большинстве симуляций выбросило за пределы Солнечной системы. Меркурий, Венера и Земля через время последовали за ними. А если Земля улетит далеко от Солнца, то она превратится в холодный шар, и все люди сразу же исчезнут. Правда, если в Солнечную систему залетит меньшая, чем суперземля планета, то она не сможет натворить таких бед. Но есть нюанс.
Моделирование показало, что орбита небольшой пришелицы некоторое время будет стабильной, а затем немного сместится. Этого хватит, чтобы изменить положение Земли. В результате Земля станет менее гостеприимным миром, а может и полностью непригодным для жизни. И, конечно, все окажется еще хуже, если к нам залетит какая-нибудь блуждающая звезда или хотя бы окажется где-то поблизости. Она будет представлять опасность даже на расстоянии 100 астрономических единиц, то есть 15 миллиардов километров. А это более чем в 3 раза дальше, чем Нептун, который находится в 30 астрономических единицах от Солнца. Правда, вероятность того, что блуждающая звезда подлетит к нам на такое расстояние, составляет примерно 1%. Но астрономы ее все равно не отбрасывают. Как показывает большинство моделей, все планеты Солнечной системы при подобном раскладе не будут уничтожены. Однако их орбиты окажутся сильно нарушены. То есть планеты начнут вращаться вокруг Солнца совсем на других расстояниях. Например, исследование показывает, что Земля может улететь в облако Оорта, а смещение орбиты, как мы говорили, означает смерть всего живого в нашем мире. В других симуляциях при появлении изгоя с вероятностью 5% все планеты вообще выбросит в космос. Также существуют сценарии, в которых Меркурий столкнется с Солнцем, Земля с Венерой, а Уран и Нептун улетят далеко в пространство. Страшно представить для нашей планеты такую ужасную судьбу. Хорошо, что речь идет о моделях. В реальности, по мнению ученых, большинство блуждающих звезд никогда не приблизятся к Солнцу слишком близко. Но известны несколько сотен подобных светил, которые теоретически в будущем способны это сделать. В их число входит оранжевый карлик Gliese 710 из созвездия Змея. В настоящее время звезда находится в 45 световых годах от Солнца. Она несется к нам со скоростью 52 тысячи километров в час. Ученые решили выяснить, есть ли вероятность того, что оранжевый карлик пройдет через облако Оорта. Тогда из-за воздействия гравитационного поля незваные гости, все многочисленные кометы и астероиды облака начнут хаотично двигаться и даже могут изменить свои привычные орбиты. А это, в свою очередь, приведет к столкновению с Землей целого полчища комет. Небесный град может серьезно навредить планете. Возможно, подобная катастрофа произошла на Земле более 55 миллионов лет назад. Тогда климат в нашем мире навсегда изменился, а общее положение полюсов было смещено. Хорошо, что подобная катастрофа вряд ли нам грозит. По прогнозам ученых, через 1,4 миллиона лет Gliese 710 пролетит мимо нас, не зацепив нашу звездную систему. В целом же во Вселенной уже обнаружено множество звезд-изгоев, и большинство из них — настоящие спринтеры, как Gliese 710. И если эти звезды устроят в небе марафон, то S5HVS1 наверняка оставит соперницу далеко позади, как непобедимый спринтер Усейн Болт по прозвищу «Молния». Его максимальная скорость в 44 км в час занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Только в отличие от легкоатлета, гиперскоростную звезду ждут не почести и слава, а одиночество и вечные скитания на чужбине. На самом деле, конечно, в космосе не существует спортивных соревнований, но насчет судьбы изгоя, самой быстрой звезды нашей галактики, все серьезно. По крайней мере, такие выводы делают ученые по результатам последних исследований. Группа астрономов из Центра космологии при университете Карнеги-Меллона обнаружила S5HVS1 случайно с помощью англо-австралийского 3,9-метрового телескопа и спутника Гая. Европейского космического агентства. Они вели спектроскопическую съемку Южного звездного потока. Параллельно ученые старались отыскать интересные космические объекты в Млечном Пути и вдруг заметили, как голубая звезда мчится по созвездию Журавля со скоростью 6 миллионов километров в час, то есть в 10 раз быстрее обычных. Исследователи смогли проследить путь S5HVS1 обратно во времени. Оказалось, что она летит из центра Млечного Пути, где скрывается черная дыра Стрелец-А со звездочкой. Там, в яркой тусовке, множество молодых звезд S5HSV1
кружила вместе с компаньонкой по двойной системе. Но однажды, по какой-то причине, парочка отклонилась от привычной траектории и оказалась слишком близко к стрельцу А со звездочкой. Монстр захватил своей гравитацией звезду-компаньона, а S5 HSV-1 отшвырнула прочь со скоростью 1000 км в секунду. Ученые предполагают, что это случилось около 5 миллиардов лет назад. С тех пор звезда так быстро мчится по космосу, что наверняка покинет нашу галактику. И, как выяснилось, не только S5 HVS-1 предстоит в одиночестве скитаться по Вселенной. Астрономам удалось найти и другие гиперскоростные звезды-изгои. Разыскать их было очень трудно. Ближе к центру Млечного Пути некоторые области так плотно набиты звездами, как бочки с сельдью. Выделить из этого миллиарда нескольких нужных все равно, что искать иголку в стоге сена. Но астрономы сначала отыскали 130 звезд, которые находились недалеко от Стрельца А со звездочкой. Затем среди них обнаружили 6 спринтеров, массой соизмеримых с нашим Солнцем. Они двигались с экстремальной скоростью до 3,2 миллионов километров в час. По мнению ученых, шестерка, скорее всего, тоже была выброшена ударом Стрельца А со звездочкой. Исследователи рассчитывают с помощью этих звезд приоткрыть завесу их рождения в темных глубинах Млечного Пути и дальнейшую судьбу. Впрочем, далеко не всегда гиперскоростные звезды могут что-либо поведать о Стрельце А со звездочкой. Некоторые из этих путешественниц, скорее всего, даже близко не подлетали к галактическому монстру. Так астрономы проследили назад во времени траекторию огромной звезды Ламост HVS-1, которая находится на расстоянии около 42 тысяч световых лет от Земли. Ученые высчитали, что гигант получил ускорение не в центре галактики, а в диске Млечного Пути. Получается, его никак не мог отшвырнуть от себя Стрелец А со звездочкой. Что же тогда разогнало звезду до немыслимой скорости? Сначала ученые решили, что это результат гравитационного столкновения Ламост HVS-1 с несколькими массивными звездами. Но путь гиганта предположительно берет начало в спиральном рукаве Млечного Пути, известном как Норма. Исследователи говорят, что там не существует никаких звездных скоплений. А вот черные дыры средней массы вполне могут скрываться за плотным слоем космической пыли. Вероятно, эти космические объекты и приложили руку к изгнанию Ламост HVS-1 с насиженного места в рукаве Млечного Пути. Кроме того, открыты еще 20 сверхскоростных звезд, которые, скорее всего, родились не в ядре гало-галактики или каком-то другом экзотическом месте. Подобный вывод ученые сделали, изучив состав этих светил. Он оказался таким же, как у других звезд в диске галактики, и отличался от состава тех, кто родились в центре Млечного Пути. Выходит, их превратил в изгоев не Стрелец А со звездочкой, а нечто другое. Что именно, пока неизвестно. Возможно, эта двадцатка вообще прибыла к нам из иного мира. Исследователи из Кембриджского университета на основе компьютерного моделирования выдвинули гипотезу, что гиперскоростные звезды попадают в нашу галактику из Большого Магелланового облака. Первоначально каждая из них образовалась в двойной системе, где одна в дальнейшем превратилась в сверхновую. Вторую звезду выбросила вон с насиженного места. Благодаря тому, что масса Большого Магелланового облака составляет всего примерно 10% массы нашей галактики, гравитационные силы там гораздо слабее. Быстро движущаяся звезда может легко преодолеть его притяжение и выбраться наружу. В результате она устремится в сторону гораздо более массивного Млечного Пути, который еще больше разгонит ее своей гравитацией. Чтобы найти подтверждение своей теории, ученые смоделировали жизненный цикл звезд в Большом Магеллановом облаке за последние пару миллиардов лет и выявили эффекты рождения гиперскоростных звезд. Далее был просчитан их путь в нашей галактике. Когда результаты расчетов сравнились с наблюдениями, то все совпало. Звезды-спринтеры в реальности находились именно в тех местах, которые показала симуляция. Около 10 тысяч их по расчетам отправилось в путешествие. Но лишь малая толика межгалактических путешественниц достигает Млечного Пути.
Переход займет миллионы и даже миллиарды лет. За это время большие голубые звезды, скорее всего, погибнут, превратившись в черные дыры или нейтронные звезды. И если компьютерная симуляция верна, в нашу галактику из Большого Магелланова облака мчится не только множество гиперскоростных светил, но и нейтронных звезд, черных дыр. Вот здесь нам следует насторожиться. Черные дыры. Если звезды и планеты-изгои способны нанести большой вред стабильным системам, то жутко представить, что могут натворить эти монстры. И все же мы не можем обойти их стороной. Иначе наше путешествие к космическим скитальцам будет неполным. Блуждающие черные дыры, как говорят астрономы, чаще всего возникают в результате грандиозных событий. Ну, например, столкновений двух галактик или появления аномалий при слиянии двух черных дыр. Сначала исследователи пришли к такому выводу на основании теоретических расчетов. Уже в 2022 году группа астрономов сообщила о том, что обнаружила изолированную черную дыру Огли 2011 BLG 0462 на расстоянии 5000 световых лет от нас. Монстр имеет массу в 7,1 раза больше солнечной и движется со скоростью около 45 км в секунду. Затем было подсчитано, что на краю галактики Млечный Путь может находиться 12 блуждающих черных дыр, а в целом в галактике существует около 2000 таких скиталец. Не собирается ли какой-нибудь из этих монстров однажды заскочить к Солнцу на огонек или сильно приблизиться к нашей системе? И чем это грозит людям? Такие невидимки, скорее всего, окажутся очень опасными соседями. Знаете поговорку «держи друзей близко, но врагов держи еще ближе». В случае с черными дырами это не работает. От них лучше держаться как можно дальше, ведь речь идет о космических объектах с невероятно высокой плотностью вещества. Мы знаем, что своей гравитацией они заглатывают все небесные тела, что попадаются на пути. Даже свет не в силах вырваться наружу из их бездны. Ученые утверждают, что дыра может поймать в гравитационный капкан нашу планету при максимальном расстоянии в несколько десятков световых лет. В этом случае она сначала разорвет Землю на куски, а затем поглотит. Впрочем, если дыра объявится чуть дальше, нам все равно не сдобровать. Ей хватит силы устроить катастрофу в Солнечной системе. В лучшем случае ее гравитация несколько отдалит орбиту планеты или приблизит ее к Солнцу. Тогда мы будем страдать от жары или холода, ужасных землетрясений и цунами. А при худшем варианте она сместит орбиты всех планет, столкнув их между собой, или выбросит их в межзвездное пространство, превратив в вечных скитальцев по космосу. Чтобы определить, не грозят ли нам подобные катастрофы, ученые провели космологическое моделирование Ромулус. Они изучили динамику поведения предполагаемых блуждающих черных дыр в нашей галактике. Получилось, что шансов появления какой-нибудь из них возле Солнечной системы не больше 1 на 100 миллиардов лет. Это почти в 7 раз превышает возраст Вселенной. 13,7 миллиарда лет. Так что вряд ли у вас когда-то появится подобное гостья. Если только однажды мы сами не пригласим к себе какую-нибудь черную дыру. Конечно, сейчас это звучит фантастически, но ученые уже строят подобные планы. Так, астрофизик Гарвардского университета Дэвид Киппинг заявил, что черные дыры дадут нам возможность летать по галактике на невероятной скорости. Если под определенным углом направить луч света в черную дыру, то он вернется к нам обратно, отразившись как от зеркала. Поскольку при этом луч не сможет двигаться быстрее скорости света, полагают ученые, то в нем аккумулируется большое количество энергии. Эти энергетические излишки можно будет использовать как топливо для звездолета. По мнению Киппинга, в будущем человечество превратит их в своеобразные автомагистрали для межзвездных перелетов. А знаменитый физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг допустил, что миниатюрную блуждающую черную дыру размером с гору когда-то получится подтянуть на околоземную орбиту. Тогда ее можно использовать как электростанцию. Подобная гора должна испускать рентгеновские и гамма-лучи с интенсивностью примерно 10 миллионов мегаватт, чего хватит для обеспечения энергией всего человечества. Если однажды астрономы обнаружат недалеко от Земли черную дыру, может, это станет не катастрофой, а новым витком в развитии человечества.
И вообще вряд ли можно назвать изгоев космическими лузерами. Они свободны как ветер. А разве не это в понятии многих из нас настоящее счастье? Им, конечно, грозят многие опасности, как и всем завзятым путешественникам. Но порой отсутствие гравитационной привязки к определенной звезде, наоборот, может спасти от неминуемой гибели. Возьмем нашу систему. Как только Солнце станет красным гигантом, оно значительно расширится, поглотив Землю. А вот планетам-изгоям не нужно об этом беспокоиться. Они могут вечно бродить по просторам Вселенной. И если вы не возражаете против низких температур, то можете хотя бы теоретически строить планы о переселении на какую-нибудь блуждающую планету. Представляете, сколько впечатлений можно набраться в таком летающем доме? Сколько достопримечательностей можно осмотреть? Мы с вами тоже обязательно познакомимся со многими из них во время следующих космических путешествий. Космическое путешествие приветствует вас, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Сегодняшний наш фильм будет посвящен вопросу существования сверхмассивных черных дыр. Вы узнаете, что такое сверхмассивные черные дыры, где они находятся, как их обнаружили, какие из них являются самыми большими и вообще все, что о них известно на сегодняшний день. Также мы постараемся разобраться, как же таким настоящим монстрам удалось зародиться в пугающей далекой тьме. Поэтому усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Под черной дырой понимается область пространства-времени, гравитационное поле которой настолько сильно, что никакой сигнал, даже свет, не может удалиться от нее на пространственную бесконечность будущего. Самая удаленная область пространства-времени в будущем. Сверхмассивные черные дыры обнаруживались путем исследований центральных областей ядер галактик. Еще в 50-х годах 20 века академик Виктор Амазаспович Амбарцумян обратил внимание на то, что в ядрах некоторых галактик происходят сложные нестационарные процессы. В первой половине 90-х количество открытых сверхмассивных черных дыр начало расти. Массы сверхмассивных черных дыр оценивались по движению пробных тел, звезд, газовых облаков, газовых дисков и тому подобных в их окрестностях. Радиусы сверхмассивных черных дыр в ряде случаев удавалось оценить с применением наблюдательных методов высокого углового разрешения. В настоящее время общепринято, что в ядре практически каждой галактики существует сверхмассивная черная дыра. Кроме того, в ядрах многих галактик наблюдаются массивные звездные скопления, которые в ряде случаев сосуществуют со сверхмассивной черной дырой. Чтобы определить массу сверхмассивной черной дыры, достаточно знать скорость движения пробного тела в ее окрестностях и расстояние от этого тела до черной дыры. Ввиду того, что это расстояние намного больше гравитационного радиуса, то для определения массы черной дыры вполне оправдано применение закона всемирного тяготения. Различают три базовых метода определения масс сверхмассивных черных дыр. Метод разрешенной кинематики, метод эхокартирования, метод, основанный на статистическом анализе движения ансамбля звезд вокруг сверхмассивной черной дыры с применением законов звездной динамики. Метод разрешенной кинематики применяется, когда удается непосредственно увидеть отдельные пробные тела, двигающиеся в гравитационном поле центральной сверхмассивной черной дыры. Например, в 2020 году за открытие массивного компактного объекта в центре нашей галактики была присуждена Нобелевская премия. Лауреаты этой премии, профессора Генцель и Гесс, наблюдая центр галактики в инфракрасном диапазоне и применяя современные методы повышения углового разрешения телескопа, построили орбиту движения звезды С2 вокруг центральной сверхмассивной черной дыры. Эта звезда принадлежит звездному скоплению, окружающему центральную черную дыру. Применив третий закон Кеплера, авторы дали наиболее надежную и убедительную оценку массы сверхмассивной черной дыры в ядре нашей галактики – около 4 миллионов масс Солнца. Масса Солнца составляет 1,9885 на 10 в
в 30-й степени килограмм или 332 940 масс Земли. Метод разрешенной кинематики применим к наиболее близким галактикам, для которых угловое разрешение современных телескопов достаточно велико, чтобы увидеть индивидуальные пробные тела вблизи центральной сверхмассивной черной дыры. Для далеких галактик применяется метод эхокартирования, в котором расстояние пробного тела от черной дыры и его скорость оцениваются опосредованно. Если ядро галактики является активным и в его оптическом спектре наблюдаются мощные и широкие линии излучения водорода, гелия и других элементов, то, измеряя время запаздывания переменности эмиссионных линий относительно переменности непрерывного спектра, можно оценить характерное расстояние от черной дыры газовых облаков, излучающих в линиях. Поскольку большая ширина эмиссионных линий в спектре активного ядра галактики вызвана движением многих газовых облаков и эффектом Доплера, измеряя ширину линий, можно оценить характерную скорость движения газовых облаков вблизи центральной черной дыры. Зная характерное расстояние газовых облаков от черной дыры и их характерную скорость, можно оценить массу центральной сверхмассивной черной дыры. Методом эхокартирования оценены массы сотен сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. В случае эллиптических галактик, в которых сложно выявить регулярное вращение на фоне больших и регулярных скоростей звезд, применяется метод, основанный на построении зависимости дисперсии скоростей движения звезд от расстояния до центра галактики. Степень нарастания этой дисперсии при приближении к центральной сверхмассивной черной дыре характеризует массу черной дыры, которая оценивается с применением методов звездной динамики. Помимо перечисленных трех базовых методов, существуют более косвенные и, соответственно, менее надежные быстрые методы оценки масс сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, которые применяются для определения масс большего числа сверхмассивных черных дыр и для статистических исследований. Эти методы обычно калибруются с помощью результатов, полученных базовыми методами. Прямые измерения, многие из которых были сделаны с помощью космического телескопа Хаббл, подтверждают наличие более 100 сверхмассивных черных дыр, говорит астрофизик-теоретик Джереми Шнитман из Центра космических полетов имени Годдарда. Однако не все черные дыры имеют такие массы. Поскольку это самые плотные из известных нам объектов во Вселенной, то они настолько компактны, что мы можем только математически описать их как сингулярность, одновременную точку бесконечной плотности. Она настолько велика, что пространство-время искривляется, превращаясь в замкнутую сферу. Внутри этой сферы даже у света нет достаточной скорости, чтобы вырваться наружу. Размеры черной дыры определяются как горизонт событий. Чем массивнее черная дыра, тем больше радиус сферы, определяемый горизонтом событий, радиус Шварцшильда. Например, если бы Солнце было черной дырой, его радиус Шварцшильда составлял бы всего 2,95 километра. Самые маленькие черные дыры примерно в 5 раз больше массы Солнца. Верхний предел черных дыр звездной массы примерно в 65 раз превышает массу Солнца. Объекты со звездной массой, превышающие 65 масс Солнца, могут образовываться при столкновении и слиянии черных дыр. Далее сразу следуют сверхмассивные и ультрамассивные объекты. Диапазон между черными дырами звездной массы и сверхмассивными остается неисследованным. НАСА попыталась выяснить диапазон сверхмассивных черных дыр. Он начинается с объекта в карликовой галактике под названием J1601 плюс 3113, в которой находится черная дыра массой около 100 тысяч масс Солнца и радиусом Шварцшильда чуть меньше половины размера Солнца. Тень объекта распространяется на пространство вокруг горизонта событий, образуя более темную область примерно в 2 раза больше его размера. О пределах в размерах сверхмассивных черных дыр можно сказать лишь то, что на следующий день самая большая из них имеет массу 10 в 11 степени масс Солнца. Настоящие здоровяки.
А сейчас давайте хотя бы немного попытаемся представить себе, какими же могут быть эти объекты, рассмотрев несколько самых интересных, на наш взгляд, примеров. Французский астроном Шарль Месье обнаружил М87 в 1781 году, внеся ее в свой каталог под номером М87 как туманный объект, который мог бы сбить с толку охотников за кометами. Все объекты в этом каталоге имели префикс М, в сокращении от фамилии астронома Месье. Таким образом, туманность получила свое название М87. В 1880-х годах Джон Дрейер внес туманность в свой новый общий каталог как NGC 4486. В 1918 году американский астроном Гебер Кертис из Ликской обсерватории обнаружил отсутствие спиральной структуры у М87 и заметил любопытный прямой луч, видимо, связанный с ядром тонкой линии материи. Луч казался ярче на внутреннем кольце. В следующем году показатель фотографической звездной величины сверхновой в М87 достиг 21,5 метра, хотя об этом стало известно только в 1922 году, после проявки фотопластинок, отснятых советским астрономом Балановским. 8 июня 2009 года астрономы Карл Гепхард и Йенс Томас детализировали результаты своих исследований массы черной дыры в центре галактики М87 на Американской астрономической конференции в Пасадине, Калифорния. Согласно представленным данным, масса черной дыры в 6,4 миллиардов раз больше солнечной. В 2010 году было обнаружено, что черная дыра смещена относительно геометрического центра, определяемого по центру видимой интенсивности излучения, на 22 световых года. А в 2014 году американские ученые обнаружили шаровое скопление HVGC1, удаляющееся от своей родной галактики со скоростью около 900 км в секунду. Черная дыра в центре М87 с массой 6,6 миллиардов солнечных масс пережила несколько вспышек активности в 2003-2007 годах. В 2019 году Международный научный консорциум ЕНТ, используя межконтинентальный радиоинтерферометр из 8 радиотелескопов, работающих на миллиметровых волнах, с максимальной базой 10 тысяч километров, получил с разрешением 2 на 10-5 угловой секунды изображение ближайших окрестностей и тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Масса этой черной дыры составляет 6,5 на 10 в 9 степени масс Солнца, что примерно в 1000 раз больше массы сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Поэтому, хотя галактика М87 удалена от нас на расстоянии в 1000 раз больше, чем центр галактики, условные размеры сверхмассивных черных дыр в центрах нашей галактики и галактики М87 почти совпадают. Галактика М87 удобна для исследований на интерферометре ИНТ тем, что она видна для наблюдения почти плашмя. Угол между плоскостью галактики и картинной плоскостью составляет примерно 17 градусов, в то время как на сверхмассивную черную дыру в центре нашей галактики наблюдатель смотрит, находясь в галактической плоскости. Кроме того, ввиду большой массы черной дыры в центре галактики М87, характерные времена переменности ее излучения сравнительно велики, что позволяет применять большие времена накопления сигнала при радиоинтерферометрических наблюдениях со сверхдлинными базами, которые реализуются на ЕНТ. Согласно общей теории относительности, диаметр тени шварцшильдовской черной дыры в 2,6 раза больше ее удвоенного гравитационного радиуса и в случае галактики М87 составляет 3,8 на 10 в минус пятой степени угловой секунды. Поскольку наблюдаемый диаметр тени совпал с теоретическим, это служит доказательством того, что компактный объект в центре М87 является черной дырой. После дополнительной обработки радиоинтерферометрических наблюдений центра галактики М87 с учетом поляризации радиоизлучения было получено распределение силовых линий магнитного поля в ближайших окрестностях сверхмассивной черной. Галактики не распределены в космосе случайным образом. Благодаря взаимному гравитационному притяжению галактики собираются вместе.
образуя скопление. Пространство между галактиками не совсем пустое. По всему скоплению находится очень разреженный газ, который можно обнаружить с помощью рентгеновских наблюдений. Кластер Феникс – так называют скопление галактик, расположенные неподалеку от одноименного созвездия. Оно находится на расстоянии более 5700 миллионов световых лет от Млечного Пути. Скопление Феникса называют одной из самых больших структур, обнаруженных в космическом пространстве. Скопление Феникса было первоначально обнаружено российским астрофизиком Рашидом Сюняевым и другими учеными при использовании телескопом Южного полюса эффекта Сюняева-Зельдовича. Этот эффект характеризует изменение интенсивности радиоизлучения реликтового фона из-за обратного эффекта Камптона, упругого рассеяния фотона заряженной частицей, на горячих электронах межзвездного и межгалактического газа. Если бы этот внутрикластерный газ охладился, он бы конденсировался под действием собственной гравитации, образуя звезды в центре скопления. Однако охлажденный газ и звезды обычно не наблюдаются в сердцах соседних скоплений, что указывает на то, что какой-то механизм должен нагревать внутрикластерный газ и предотвращать звездообразование. Одним из потенциальных кандидатов на роль источника тепла являются струи высокоскоростного газа, ускоряемые сверхмассивной черной дырой в центральной галактике. Радиус космического объединения нескольких галактик более 1 миллиона световых лет, то есть почти в 2 раза больше, чем наша галактика. Самое удивительное, что оно продолжает расти за счет того, что ежегодно рождает новые светила, имеющие массу в 700 раз больше солнечной. Центральная черная дыра кластера Феникс увеличивается очень быстро. Эта черная дыра набирает массу со скоростью примерно 60 масс Солнца в год. В настоящее время ее масса составляет от 20 до 100 миллиардов масс Солнца. Диаметр объекта составляет 118 миллионов километров. Эта цифра почти в 19 раз больше, чем расстояние, разделяющее Плутон и Солнце. Включена ли черная дыра из скопления Феникса в список наиболее массивных черных дыр? Да, но удивительны не столько ее размеры, сколько поведение. Обычно черные дыры выбрасывают в космос такое количество энергии, что межзвездный газ разогревается до предельных температур, препятствующих образованию новых звезд. Но ситуация с черной дырой в кластере Феникс иная. Вся ее энергия уходит на поглощение, поэтому ударные энергетические волны отсутствуют. Межзвездный газ в таких условиях формирует сгустки материи, которые превращаются в молодые звезды. Ученые отмечают, что темпы появления новых светил в кластере Феникса самые высокие во всей Вселенной. Скопление Феникс необычно тем, что в нем есть признаки плотного охлажденного газа и массивного звездообразования вокруг центральной галактики. Возникает вопрос, есть ли в центральной галактике джеты черных дыр? Команда под руководством Такая Акахори из Национальной астрономической обсерватории Японии использовала телескоп ATCA – Australia Telescope Compact Array, самым высоким на сегодняшний день разрешением для поиска струй черных дыр в скоплении галактик Феникс. Они обнаружили соответствующие структуры, простирающиеся с противоположных сторон центральной галактики. Сравнение с наблюдениями региона, взятыми из архивных данных рентгеновских обсерваторий Чандра, показывает, что структуры, обнаруженные ATCA, соответствуют полостям менее плотного газа. Это значит, что они представляют собой пару биполярных джетов, испускаемых черной дырой в галактике. Таким образом, команда ученых обнаружила первый пример, в котором внутрикластерное охлаждение газа и струи черных дыр сосуществуют в далекой Вселенной. Дальнейшие подробности о галактике и джетах могут быть выяснены с помощью наблюдений с более высоким разрешением с помощью средств наблюдения следующего поколения, такие как Square Kilometer Array. Новые исследования и наблюдения планируется начать в конце 2020-х годов. Ученые считают, что черные дыры могут расти только до определенного размера. Но это только теория, и, может быть, эти монстры могут быть еще больше. Черные дыры являются одними из самых таинственных объектов во Вселенной, полностью изучить которые до сих пор так и не удалось. Хотя ученые знают об этих космических монстрах достаточно много, но еще не все. Черные дыры обладают одной из самых больших масс среди одиноких объектов в космосе. Они настолько массивны и обладают такой сильной гравитацией, что даже свет, попавший в черную дыру, не может
сможет покинуть ее пределы. Так какую же черную дыру можно считать самой большой и известной во Вселенной? И есть ли вообще предел для размеров черных дыр? То есть, насколько огромными они могут стать? Ответы дает издание Life Science. По словам астрономов, предел размера черных дыр, хоть он и теоретически, все же существует. И самая большая известная черная дыра, массу и размер которой удалось подтвердить, имеет характеристики, которые находятся недалеко от этого предела. Ученые считают, что самой большой черной дырой в известной нам Вселенной является объект под названием Тон-618. Размер Тон-618 составляет в диаметре около 2600 астрономических единиц. Для сравнения, черная дыра Стрелец-А в центре нашей галактики имеет радиус 45 астрономических единиц. Термином «астрономическая единица» принято называть расстояние от Солнца до Земли. Это значит, что если бы эта черная дыра находилась в центре Солнечной системы, и вы уже долетели на космическом корабле до Плутона, то все равно вы преодолеете расстояние только в 5% до края этой черной дыры. Что касается массы сверхмассивной черной дыры Тон-618, то по оценкам ученых она составляет примерно 66 миллиардов масс Солнца. Это в 15 313 раз больше, чем масса того же Стрелец-А. Сверхмассивная черная дыра Тон-618, а некоторые ученые называют ее ультрамассивной, потому как многие другие такие черные дыры не настолько тяжелые, находится на расстоянии в более чем 10 миллиардов световых лет от нас. На ночном небе эта черная дыра расположена на границе созвездий Гончие псы и Волосы Вероники. Объект был открыт в 1957 году в рамках исследований тусклых голубых звезд, в основном белых карликов, расположенных вне плоскости Млечного Пути. Понятие квазара оформилось только в 1963 году, поэтому природа объекта на момент его открытия оставалась неясной. На фотокарточках, снятых 70-сантиметровым телескопом Шмидта в обсерватории Тонанцинтлы в Мексике, объект был обозначен под номером 618 и описан как определенно фиолетовый. В 1970 году Институт радиоастрономии в Болонье обнаружил радиоизлучение из Тон-618, после чего объект был идентифицирован как квазар. Мари Эллен Ульрих в обсерватории Макдональд при наблюдении за Тон-618 зафиксировала эмиссионные линии, типичные для квазара. Красное смещение превышало 2,2, то есть Тон-618 был очень удаленным объектом и на тот момент, 1976 год, являлся одним из самых ярких квазаров. Огромная черная дыра Тон-618 является частью квазара, то есть активного ядра галактики. И, собственно, сам квазар и создает эта черная дыра благодаря сверхмощному излучению. Саму галактику, в которой находится Тон-618, увидеть невозможно, потому как ее свет затмевает свет квазара, класса самых ярких объектов во Вселенной, которые могут излучать столько света, сколько бы излучали 140 триллионов солнц, соединенных воедино. Когда огромная черная дыра поглощает очень много окружающего ее вещества, то оно при попадании в черную дыру сильно нагревается, при этом выделяя огромное количество мощного излучения. Считается, что затмить квазары могут иногда самые сильные взрывы сверхновых, но та яркость сохраняется всего несколько недель, а квазары могут светить миллионы лет. Что самое интересное, то квазары, которые находятся в основном очень далеко от нас, выглядят как тусклые точки видимого света. Их смогли впервые обнаружить только благодаря радиоизлучению. Итак, сверхмассивные черные дыры, которые являются подпиткой для квазаров, становятся огромными за счет постоянного поглощения вещества. Иногда они могут приобрести свою огромную массу за счет слияния с другими черными дырами. Это значит, что Тон-618, хоть и считается самой большой черной дырой в известном космосе, все же может быть не рекордсменом. Возможно, есть и другие объекты, которые тяжелее и больше. А может быть, вообще черные дыры появляются не только в результате смерти огромных звезд. Некоторые из них, как предполагают теории, могли образоваться в результате сжатия огромных сгустков темной материи еще в самой ранней Вселенной. И эти черные дыры могут иметь просто невообразимые размеры и массу.
Ну а теперь давайте более подробно поговорим об уже упомянутой нами сверхмассивной черной дыре в центре нашего Млечного Пути. В 2016 году японские астрофизики сообщили об обнаружении в галактическом центре гигантской черной дыры. Эта черная дыра находится в 200 световых годах от центра Млечного Пути. Наблюдаемый астрономический объект с облаком занимает область пространства диаметром 0,3 светового года, а его масса составляет 100 тысяч масс Солнца. В 2022 году астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» опубликовали первое фото сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики Млечный Путь, Стрелец А со звездочкой. Данное фото является результатом слаженной работы комплекса радиотелескопов и сотен ученых, задействованных в проекте телескопа горизонта событий. Стрелец А со звездочкой находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от нас, и Земли был виден как пончик на Луне. Центр галактики — это плотный и богатый на различные структуры регион. В радиусе 2 парсеков от черной дыры расположены ядерный звездный кластер, то есть кластер, находящийся в ядре галактики, молекулярное кольцо, преимущественно состоящее из холодного молекулярного газа, и мини-спираль, которая на самом деле представляет собой 3 газовых потока, несущих топливо к черной дыре. Гравитация самой черной дыры Стрелец А со звездочкой, а не комбинация гравитации черной дыры и распределенной массы звездного кластера, является доминирующим фактором, который определяет движение объектов внутри области с радиусом 0,3 парсеков вокруг центра галактики. На расстоянии 0,04 парсека или 100 тысяч шварцшильдовских радиусов находится радиус Бонди. Внутри него тепловой энергии газа недостаточно, чтобы преодолеть потенциальный барьер и избежать падения в черную дыру. Этот радиус зависит от температуры газа и массы черной дыры и был оценен с помощью рентгеновских измерений. Поведение и геометрия орбиты звезды С-02 играет ключевую роль в доказательстве того, что Стрелец А со звездочкой — черная дыра. Темная масса, под действием гравитации которой вращается на своей 16-летней орбите звезда С-02, настолько велика и находится в таком маленьком объеме пространства, что источником этой гравитации не может быть ничто, кроме черной дыры. 4 миллиона солнечных масс заключены внутри радиуса перигелия С-02, который составляет всего 120 астрономических единиц. Чтобы представить аккреционный диск, воображение обычно рисует тонкий диск, похожий на картинку из фильма «Интерстеллар», или на кольца Сатурна. Да, они действительно являются аккреционным диском. Однако тонкий диск возникает только тогда, когда у черной дыры достаточно много еды и плотность аккреционного потока вокруг нее высока. Черные дыры, вокруг которых формируются тонкие диски, называются сытыми. В плотных аккреционных потоках вокруг таких черных дыр облака газа трутся друг от друга, благодаря чему они греются и высвечивают свою кинетическую энергию в виде фотонов. Вследствие этого газ охлаждается, формируя тонкий и достаточно холодный диск. Черные дыры, у которых мало еды, называются голодающими. Плотность аккреционного диска вокруг таких дыр невысока, поэтому трение между газовыми облаками недостаточно, чтобы позволить им высветить кинетическую энергию на временных масштабах, сравнимых со временем падения их в черную дыру. Вследствие этого они недостаточно охлаждаются, и диск не становится тонким, а остается толстым и горячим. Мера измерения сытости черной дыры служит сравнению ее светимости, а точнее светимости падающего в нее газа, с эддингтоновской светимостью, максимально возможной светимостью при сферической аккреции. Существование максимальной эддингтоновской светимости черных дыр связано с тем, что при падении большого количества вещества в дыру от внутренних частей аккреционного потока будет исходить большое количество излучения. Это излучение будет оказывать давление на газ, находящийся снаружи, и препятствовать его падению внутрь. Так, светимость центра нашей галактики примерно в 108 раз меньше эддингтоновской светимости. Из этого мы заключили, что в момент времени, к которому относятся наши наблюдения, в центре нашей галактики находится голодная черная дыра, причем есть указания на то, что в прошлом Стрелец А со звездочкой был значительно более активным.
О диете галактической черной дыры, количестве и свойствах поглощаемого ею газа и структуре аккреционного потока вокруг нее нам известно в первую очередь из наблюдений телескопа Чандра в рентгеновском диапазоне. Разрешение Чандры составляет около 1 арсеканса. Это соответствует примерно 100 тысячам шварцшильдовских радиусов от центра галактики, что, как указывалось, примерно совпадает с радиусом Бонди. Чтобы изучить рентгеновские фотоны, газ должен быть горячим. Этот горячий газ, как предполагается, формирует горячий аккреционный диск вокруг черной дыры. Однако, так как расширение рентгеновских телескопов невозможно, мы не можем увидеть в рентгеновском диапазоне ни структуры, похожей на диск, ни очевидных признаков вращения газа. То есть, хотя наличие диска считается логически установленным, чтобы его увидеть, нужно отказаться от наблюдений в рентгене как основного источника информации и придумать что-то новое. Помимо горячего газа, который видит телескоп Чандра, на расстоянии 2 парсеков от черной дыры находится много относительно холодного газа. Мы используем термин «холодный» только в относительном смысле, хотя температура этого газа в 2 раза выше, чем температура Солнца. Все основные структуры, находящиеся на расстоянии 2 парсеков от центра галактики, содержат холодный газ. Этот газ может и должен вносить вклад в аккреционный поток на черную дыру. Чтобы найти этот холодный газ, придется обратиться к измерениям в миллиметровом диапазоне длин волн. Дело в том, что пыль в пространстве между Землей и центром галактики поглощает большую часть электромагнитного излучения с длиной волны меньше размеров частиц пыли, а размер частиц пыли примерно 1 мм. А чтобы получить картинки высокого разрешения, нужно производить измерения на телескопе-интерферометре. И в таких делах ученые решили действовать сообща. Консорциум телескопа горизонта событий был основан в 2015 году. В его состав входят 13 научно-исследовательских учреждений и действующие под их управлением радиотелескопы, объединенные в глобальную обсерваторию. Данные с ALMA и APEX в Чили, ARM в Испании, LMT в Мексике, SPT в Антарктиде, JCMT, SMA и SMT в США и прочих комплексов радиотелескопов обрабатываются специализированными суперкомпьютерами на базе Радиоастрономического института Макса Планка в Германии и обсерватории Хейстек в США. Дебютная порция данных в рамках проекта ENT была зафиксирована в 2017 году. Спустя год-два, отслеживая характеристики черных дыр, предсказанные общей теорией относительности, ученые получили первое в истории изображение черной дыры Повехи, объекта в центре галактики Мессье-87. Тем самым астрономы доказали существование горизонта событий, границы образуемой гравитацией сверхплотных космических объектов. С тех пор к консорциуму ENT присоединились еще несколько обсерваторий во французских Альпах, Гренландии и США. И с их помощью ученые произвели дополнительные исследовательские кампании в 2018, 2021 и 2022 годах. С момента открытия компактного радиоисточника «Стрелец-А» со звездочкой в центре Млечного Пути в 1974 году ученые предполагали, что данный объект с высокой долей вероятности является сверхмассивной черной дырой. Полученные в рамках проекта ENT данные позволили подтвердить это предположение. На опубликованном астрономами изображении «Стрелец-А» со звездочкой представляет собой массивную тень на фоне ярко-желто-оранжевого кольца светящегося газа. Даже свет не может преодолеть сильнейшую гравитацию черной дыры. По словам профессора теоретической астрономии из Университета Амстердама и сопредседателя научного совета проекта ENT Серы Марков, первые подтвержденные изображения черных дыр невероятно похожи внешне. Однако в действительности Повехи и Стрелец-А со звездочкой представляют собой два совершенно разных по массе объекта, которые существуют в разных типах галактик. Сходство данных объектов объясняется действием общей теории относительности, однако их характеристики во многом зависят от свойств окружающей материи. По оценкам экспертов, Стрелец-А со звездочкой в 1000 раз меньше и легче черной дыры в центре галактики Мессье-87. Как следствие, газы преодолевают окружность аккреционного диска черной дыры гораздо быстрее. Хотя в обоих случаях скорость газов у горизонта событий примерно соответствует скорости света из-за размеров повехи
Газам требуются дни или даже недели, чтобы пройти полный оборот вокруг объекта, а в случае черной дыры в сердце Млечного Пути на это уходят считанные минуты. Яркость свечения и форма аккреционного диска Стрельца А со звездочкой изменилась буквально на глазах радиотелескопов, потому что для формирования единого изображения исследователям понадобилось гораздо больше данных и времени. Ученые сравнили процесс сбора данных об этой черной дыре с попытками сфотографировать щенка, который, сломя голову, гоняется за собственным хвостом. Исследователи продолжают изучать различия между сверхмассивными черными дырами Повехи и Стрелец А со звездочкой. Они смогут использовать новые данные, чтобы проверять современные астрономические и физические теории, а также генерировать модели поведения газов и материи при взаимодействии с различными космическими объектами. И один из таких интересных объектов мы с вами рассмотрим прямо сейчас. Астрономы обнаружили кандидата в убегающую из карликовой галактики RCP-28 сверхмассивную черную дыру. Она, как считают ученые, создала длинный след из молодых звезд и газа, протянувшийся на 200 тысяч световых лет. Статья была опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters. Оказывается, сверхмассивные черные дыры могут покинуть центр родительской галактики разными способами. Например, при взаимодействии трех черных дыр во время слияния галактик или во время слияния двойной системы черных дыр, при котором новообразованная черная дыра может получить толчок. Поиски убегающих сверхмассивных черных дыр важны, но трудоемки, так как в случае активных черных дыр необходимо доказать, что это именно черная дыра, а не ядро галактики, участвовавшей в слиянии. Малоактивные убегающие черные дыры искать труднее, однако их можно обнаружить по гравитационному взаимодействию со звездами или межзвездными облаками газа и пыли. Группа астрономов во главе с Питером Ван Докумом из Ельского университета сообщила о случайном открытии структуры, созданной, как считают ученые, убегающей сверхмассивной черной дырой из карликовой галактики RCP-28. Первоначально она была обнаружена в сентябре 2022 года на снимках космического телескопа Хаббл. Затем структура наблюдалась наземной обсерваторией Кека. Красное смещение RCP-28 составляет 0,964. Свет от нее шел до Земли 7,6 миллиардов лет. Галактика компактна. Эффективный радиус около 3,9 тысяч световых лет. Обладает звездной массой 7 миллиардов масс Солнца. И недавно пережила событие слияния с другой галактикой или притока вещества, что привело к вспышке звездообразования около 100 миллионов лет назад. Найденная учеными структура представляет собой линейное образование длиной около 200 тысяч световых лет и демонстрирует признаки наличия молодых звезд и быстрых ударных волн. Предполагается, что оно было создано во время движения сверхмассивной черной дыры с ожидаемой массой 20 миллионов масс Солнца, движущихся со скоростью 1600 км в секунду. При этом движение началось около 39 миллионов лет назад. А что мы знаем о влиянии сверхмассивных черных дыр на ее окрестности? Давайте посмотрим. Активный центр Млечного Пути содержит сверхмассивную черную дыру Стрелец А со звездочкой массой более 4 миллионов Солнц. Ее окрестности исключительно разнообразны и неспокойны. Дыру окружает звездное скопление, где активно возникают новые звезды. Вокруг вращаются бурные газопылевые облака и так далее. Телескопы позволяют рассмотреть здесь и более необычные G-объекты, похожие на короткие вытянутые нити. Предполагается, что это небольшие облака, которые движутся вокруг черной дыры. Один из них, X7, выделяется на общем фоне быстрыми изменениями своей формы. Наблюдения за ним продолжаются лишь около 20 лет, и за это время он стал намного более вытянутым, чем поначалу. Новая работа астрономов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подтвердила, что X7 — облако газа и пыли, которое закручивается вокруг сверхмассивной черной дыры и будет поглощено ей уже в следующем десятилетии. Их статья опубликована в The Astrophysical Journal. Для изучения X7 профессор Марк Моррис и его коллеги использовали данные наблюдений Центра Млечного Пути, которые велись Гавайской обсерваторией Кека начиная с 2002 года.
Они показали, что масса X7 составляет около 50 масс Земли, и он движется вокруг сверхмассивной черной дыры на постоянно возрастающей скорости, которая уже превысила 700 км в секунду. Это позволяет подсчитать, что на полный оборот по орбите X7 требуется около 170 лет. Впрочем, совершить такой круг он, по-видимому, так и не сможет. Под действием мощных приливных сил в окрестностях черной дыры X7 вытягивается и деформируется. Уже сейчас его длина достигла 3000 астрономических единиц, средней дистанции между Землей и Солнцем. Около 2036 года облако подойдет к ней на минимальное расстояние, после чего распадется, а останки упадут в дыру, создав короткую и яркую вспышку. Вместе с тем, происхождение X7 остается неясным. Моррис и его соавторы полагают, что облако могло появиться при слиянии пары звезд из материала их внешних оболочек, который был выброшен в результате этого процесса. В этом случае где-то в глубине X7 должна сохраняться звезда, образовавшаяся при слиянии. А вот еще один пример. Полное наименование нашей следующей героини A2261 BCG, и расположена она на расстоянии около 2,7 миллиарда световых лет. Ее диаметр составляет около 1 миллиона световых лет, до 10 раз больше, чем диаметр Млечного Пути. И у нее есть огромное ядро в 10 тысяч световых лет в поперечнике. Это самое большое из известных науке галактических ядер. Основываясь на массе галактики, которая коррелирует с размером черной дыры, в ее ядре должно быть абсолютное чудовище. Черная дыра в 3-100 миллиардов раз больше массы Солнца, что заведомо делает ее одной из крупнейших черных дыр во Вселенной. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра Млечного Пути достигает 4 миллионов солнечных масс. От активной сверхмассивной черной дыры ожидается колоссальный выброс излучения, поскольку она нагревает материал вокруг себя до невероятных температур. Но этого излучения нет. Ядро A2261 BCG заполнено диффузным туманом и ярким звездным светом. Различные инструменты, в том числе рентгеновская обсерватория Чандра, очень большая матрица и космический телескоп Хаббла не смогли обнаружить ни единого намека на черную дыру в центре A2261 BCG. Поэтому команда астрономов во главе с Кайханом Гултекином из Мичиганского университета в Ан-Арборе вернулись в Чандру для ряда более глубоких наблюдений, основанных на гипотезе о том, что сверхмассивная черная дыра улетела куда-то в открытый космос. Это не такая уж дикая идея. Ожидается, что BCG в галактических кластерах со временем сольются с другими галактиками и станут еще больше. Когда это произойдет, сверхмассивные черные дыры в центре этих сливающихся галактик также сольются, медленно сближаясь друг с другом, прежде чем объединиться и превратиться в одну большую черную дыру. Благодаря гравитационно-волновой астрономии мы знаем, что сливающиеся сверхмассивные черные дыры посылают гравитационные волны, колеблющиеся в пространстве времени. Если бы гравитационные волны были сильнее в одном направлении, то гравитационная отдача в теории могла бы отбросить получившуюся при слиянии черную дыру в противоположном направлении. Проблема также заключается в том, что согласно модели слияния сверхмассивных черных дыр, это самое слияние не может произойти вовсе. Причина в том, что с уменьшением их орбиты уменьшается и область пространства, в которую они могут передавать энергию. К тому времени, когда черные дыры окажутся на расстоянии 1 парсека друг от друга, около 3,2 световых лет, теоретически эта область пространства уже не будет достаточно большой, чтобы поддерживать дальнейший орбитальный распад. Поэтому они останутся на стабильной двойной орбите в течение миллиардов лет. Это называется проблемой последнего парсека. Астрономы университета штата Техас и университета штата Аризона обнаружили быстро растущую черную дыру в чрезвычайно массивной галактике эпохи реионизации в ранней Вселенной. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые провели наблюдения с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама.
Они выявили сверхмассивную черную дыру в галактике COS 87259, в которой скорость образования новых звезд примерно в 1000 раз больше скорости звездообразования в Млечном Пути. Галактика также содержит межзвездную пыль с массой более миллиарда солнечных масс. Она имеет красное смещение Z равно 6,85, что соответствует времени путешествия света до Земли, равному 12,86 миллиарда лет, и собственному расстоянию 28,5 миллиарда лет. Черная дыра была отнесена к новому типу первичной черной дыры. Она окутана космической пылью, которая поглощает почти весь свет, возникающий в результате аккреции вещества, за исключением излучения в среднем инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. Кроме того, черная дыра, являющаяся радиогромким активным галактическим ядром, создает струю плазмы джет, которая движется с релятивистской скоростью, близкой к скорости света. До сих пор было известно только об одной разновидности древних сверхмассивных черных дыр – квазарах. Они почти не закрываются космической пылью, однако они редко встречаются на таком расстоянии, на котором находится COS 87259. Новый тип сверхмассивной черной дыры, который является затененной версией яркого ультрафиолетового квазара, был идентифицирован на относительно небольшом участке неба, который менее чем в 10 раз крупнее полной Луны. Это говорит о том, что потенциально в ранней Вселенной могут находиться тысячи подобных объектов, которые расположены в галактиках с интенсивным звездообразованием и затенены пылью. Сверхмассивные черные дыры того же типа, что и черная дыра COS 87259, обнаруживаются в локальной современной Вселенной. Одним из примеров является система ARP-299, в которой две галактики сталкиваются друг с другом, провоцируя интенсивную вспышку звездообразования и сильное затмение одной из сверхмассивных черных дыр. С 2015 года обсерватории гравитационных волн на Земле обнаруживают слияние черных дыр с массой в несколько десятков солнечных благодаря крошечной ряби в пространстве времени, которую вызывают эти события, отмечает астрофизик Айра Торп. По его словам, слияние сверхмассивных черных дыр будут производить волны гораздо более низких частот, которые можно будет обнаружить с помощью космической обсерватории в миллионы раз больше, чем ее земные аналоги. С этой целью НАСА сотрудничает с Европейским космическим агентством для разработки миссии LISA, космической антенны лазерного интерферометра, запуск которой ожидается в следующем десятилетии. LISA будет включать созвездие из 3 космических кораблей в треугольники, которые будут направлять лазерные лучи вперед и назад на миллионы километров, чтобы точно измерить расстояние между ними. Это позволит обнаруживать проходящие гравитационные волны от слияния черных дыр с массой до нескольких сотен миллионов масс Солнца. Ну а мы продолжим наблюдать за этими открытиями.